Мася? Месси? Ай, молодец, хорошо. А еще скажешь? Вот, молодец. Здравствуйте, ребята. Всем здравствуйте. Умница мой котик. Всем сказал здрасте. Умница. Молодец. Всем привет. Ребята, всем большой привет. Сейчас я вот так вот вытяну ее. Давай. Вот. Вытяну. Всей семьей. Вот. Всем огромный привет. Мы, как видите, немножко в теплые одеты. Потому что сегодня у нас на улице достаточно теплая погода, и мы попробуем провести стрим с улицы, с участка. По крайней мере, начать. Погуляем немножко с Масюшкой, с Гердой погуляем, да? Ну, посмотрим по ситуации, потому что все-таки есть ветер. Сейчас с вами посмотрим, если будет некомфортно, если будет плохо слышно, то вернемся обратно в дом. Да. Да? Потому что мы уже такие подготовленные, поэтому надеюсь, что получится провести на улице. У нас там капель вовсю, хотя сейчас вот уже не помню, подмораживаю, что ли? Нет, капель, ну, он еще капает. капает. Ну, прям утром вообще просто капель была прям весенняя. Да, у нас такое ощущение, что весна начинается ночью -5, -7, днем +1, +2, вот уже стоит такая погода практически неделю. Конечно, добавляются осадки из неприятного, но такое ощущение, прям действительно весны. Даже птички начали уже щебетать по-весеннему. Да, это очень приятно. А еще у нас сегодня Так. вот какая-то посылочка есть, понятия У нас не имею, есть, что да, там. догадки, что это, но мы очень не уверены. Да, вот, посмотрим, распакуем с вами вместе. Итак, Что? сейчас я собираюсь, выхожу. Ты пока с Мэйской, я здесь с террасы у тебя заберу камеру. И с террасы мы с Мэйской выйдем. Тогда да, я пока что читаю сообщение от ребят. Ты готовый? Да, пап, скажи, конечно, готовый. Вы готовы, дети? Да, капитан! Ой. Скажи, не понял, что такое, куда меня собираются вести. Вон туда. Выходь. Ой, а что мы ворчим-то? Не знаю, просто так. Выходь. Давай, выходи, правда. И я выхожу, только мои ботинки с той стороны, мне с той стороны выходить нужно. Я сейчас с тобой тоже иду. Привет, привет, дорогие, присоединяйтесь, приходите в гости. Сейчас пойдем с вами на улицу. Масюш, выходи. Выходи, кот. С последним днем января. Это точно, ребята, вас тоже с последним днем января. Все ближе и ближе у нас весна. И как обычно, кажется, снега очень много. И кажется, что зима еще будет долго. А потом она так быстро заканчивается и приходит весна, что ну просто даже не успеваешь только моргнуть, как появляются уже первые листочки. У нас вчера и снежок тоже пошел. Прям утром вышла Герду кормить, и все дорожки засыпаны. Потом к вечеру уже их почистили. Стрим начался недавно, совсем недавно, минутки 2, наверное. Вот ты медленный, а. Минутки 2, наверное, только еще. Я еще даже перед зеркалом покрасовался, а ты еще не вышел. Мэйси не ревнует, когда вы гладите Киру у него на глазах и наоборот. Нет, никто у нас не ревнует, такого все нет. в порядке. Привет, наши дорогие, доброго дня, привет из Уфы, привет, кот и семья. Зайка, давай. Мэйска этого не ожидал, как гулять, а где сметана? Сейчас Машуля быстренько обуется, оденется. Куда ты? Ты обутый, ты одетый, тебе уже можно выходить, Мысюнь. Малыш, гулять! Выходи гулять, ты чё? Снус-мумрик. Выходи, мой слайм, выходи гулять. Пойдем, мой хороший. Соня за Соней, пойдем. Пойдем на улицу, ну пойдем, мой хороший, пойдем. Пойдем, моя радость. Заходишь домой, сразу зайдешь, как захочешь. Мы все на улицу, а я полежу. Действительно, вдруг война, а я уставший. Понятно. Ну что ты за ленивый кот? Ну иди, хоть пройдись, ну тепло же, хорошо. Пойдем, Мысюнь. Пойдем, мой красавец. Ну пойдем. Ну пойдем к нам. Ты вредина, а? Вот посмотрите, какая диванная пума получилась в результате. Летом нам жарко, зимой нам холодно. Нам нужна комфортная, постоянная температура. Вот. Выходи, мы на улице.
Выходи давай. Привет из Новосибирска, жду вас в гости в мой город. Ну, когда-нибудь ребята построят там свой, как они там, хоспис. И мы Но они же в приедем Алтайском крае, Маш, в там гости. не в Ну, Новосибирске. мы будем проезжать-то мимо. Думаешь так, да? Да. Привет из Омска, привет. Привет Омску, привет, ребята, всем огромный привет. Привет из Ярославля, хорошего дня и настроения, рада снова быть с вами. Масюш, выходи. Вредина, Привет из действительно. Полтавы, привет, какая-то семья. А где ваша лысая кошка? Наша лысая кошка наверху. Она сейчас на втором этаже, да, была. Да. Ура, Вот. успел на эфир, привет из Италии. Катюша, привет. Маша. Че, ушел туда? На месте к себе ушел? На подстилочку собирается улечься. Ты что, серьезно? Дверь закрывает. Холодно. Привет из Болгарии, из Ейска. Ой, сколько нас со всех концов. Замерз африканец. Какой же он африканец? Да какой же он африканец? Он канадец. У нас как раз вот Гердочка, которая вообще ей в любую погоду, мне кажется, хорошо погуляет. Сейчас мы вам, да, через полчасика покажем, как гуляет африканец. Африканца долго упрашивать не нужно. О, гулять, я пошла. Она вообще, то есть, девочка в этом плане очень активная. Да, знаю, сейчас уберу. Сейчас тебя... Зачем кису на улицу выгоняете? Киса в шубке. Киса хочет, она просто не знает. Привет, любимая кот и семья, с любовью и уважением вам из Санкт-Петербурга. Как у вас дела? Посылки будут? Посылочка у нас одна, мы сами не знаем, что там такое. Посмотрим, в смысле, ни от кого не ждали. Она какая-то неожиданная пришла и, кажется, из Китая. Ага, понятно. Он не ленивый, он энергосберегающий. Из Москвы. Это точно. Елена Раптанова, звездному коту на звездочку. Спасибо огромное. Собирать звездочки. У Мэйси быстро завершилась прогулочка. Да, это точно. Машин, подержишь камеру секундочку? Я тут это... Да, конечно. Тут Мэйска мне попенял, что я решетку не убрал на место. Привет, любимая кот и Да, семья. Мэйси? Несколько Ой, минут тут назад ты не убрал, закончился, видели видео. Там показывали молодую семью из Севастополя, у которых Пума Ричи 8 месяцев живет в квартире. Ужасно. Понятия не имею, не смотрели, не слышали, про такого не слышали. Так, про лысую кошку уже ответила. Так, а вы на руках носите, Мэйси? На руках носим по необходимости, когда он, например, И по желанию. не хочет выходить из клиники, нужно там, например, быстрее или что-то. Ну, такие вот моменты, знаете, когда он начинает там капризничать, вот на ручки его Ну берёшь. да, бывает такой какой-то еще особый прилив нежности, но, честно говоря, ребята, он же почти 50 килограмм, там, ну округлим уж, да? И 50 килограмм живого веса, который шевелится, это не то же самое, что 50 килограмм штангу поднять. Мгм. Это намного сложнее и, честно говоря, прям как-то удовольствие не из приятных. На печку собирается, пошел. Все равно через Новосибирск, так что все норм. Экскурсии по Новосибу с меня. Вот, ребята с нами просто тоже. Привет вам большой. Я же говорю через Новосиб. Привет там? из Тольятти. Что там у нас? Большой вам привет из Владивостока. Привет, кот и семья. Привет от кота Пуфчи из Рязани. Почему у Мусюши был говорящий хвост? Какие эмоции он им выражал? В тот момент, когда на видео, это была явная раздражительность, то есть я ему мешал. Это как Ну, сказать? там, по-моему, по движением хвоста Да, как по раз движению очень хвоста, вот как понятно вам всё, показалось, да. так и есть. То есть Да, я его да, да. раздражал тем, что я ему мешал. Там, знаете, что вспоминаю? Мультик «Котенок с улицы Лизюкова», когда он там ко льву подкрался, говорит, там, девушка, извините, далеко до Воронежа. И вот там вот это там, ты видишь, что я не девушка, и что я на охоте. Вот приблизительно то же самое было. Да, Мэйс? Так было? Зай. Мэй да? the Demon, thank you very much. Привет из Нижнего Новгорода, привет из Южно-Сахалинска. Hello, Маша, Саша and Cats. Всем Hello, привет, friends, большой привет. hello. Ну чего, я думаю, мы все собрались? Да? Огромный всем привет, да, присоединяйтесь, всем большой-большой привет. Так, ну и что, мы собрались, будем распаковывать? Ну, почему бы и нет? Ну, давай. Так, и кто будет распаковывать? Давай ты распаковывай, я буду снимать.
Это потому, что ты предполагаешь, что в этой посылке? По этой причине? Ну, не знаю, я могу предположить, да, но я не знаю. Привет из Амурской области, Месси супер кот. Сколько ему лет? Ему 5. У него 30 октября был день рождения, ему исполнилось 5. Ну, вот 5 с копеечкой получается. Привет с Киева, любимые коты семейки. Ой, нам, кстати, вчера написали, что ошейники с поводками готовы будут, да, в понедельник. Ошейники уже готовы, поводки будут уже готовы еще в понедельник, да, и нам уже пришлют фото готовых комплектов, и, соответственно, уже вот-вот отправят посылочку. Надеюсь, все дойдет без происшествий. Да, новогодние подарки котам. Ну, я думаю, Маш, ты права. А я сижу на работе и смотрю ваш эфир. Меня когда-нибудь точно уволят. Вы начальника подсадите, и все будет нормально. Че, я правильно подумала, да? Я думаю, да, Маш, ну пока непонятно. Скорее всего. Логотип с той стороны нет? Нет. С моей тоже. Масян? Можешь забирать. Ай, Сашуль, убери стульчик подальше, а то не видно. Кого, Масяна? Давай как раз в мангал все сложим. Аноним. Меня почему-то посещает одна и та же мысль, когда Месси лежит, что он похож на кошек, которые на пирамидах строили. На сфинкса, что ли, имеется в виду? Ну да, сфинкс. Ирина Анатольевна, спасибо большое, любимому Мессюнчику на пармезан. Спасибо. Так. Это Ну сюда. что, давай, Ну, какая давай. плотная. Trump of God, thank you. Подождите. А дальше нету. Какая системы замудренная встроена. коробка. Тут надо рвать уже. Сейчас. Так, любимый котик рвет коробку. Один котик рвет коробку, другой котик режет коробку. Так, Все котики подожди, заняты. уберу, точнее, сход подальше, а то может не видно совсем. Не То я тут так получается. хорошенько устроилась, тут в кресле так тепло в этом, которое Ну да. подвесное, оно прям... А она со всех сторон закрывает, получается, поэтому Да. всё плотно. И чтобы всех было видно, буду так вас снимать сейчас. Точно, Маш, она. Да? Да. Ура! Только интересно, за чей канал? Уху! Ребят, И это награда от- кнопка от китайского YouTube. Да, от Вот. Билибили У к нам них пришла. подобная сеть называется Билибили. Ну, вы знаете, что в Китае там YouTube, Instagram запрещены. Вот. Сейчас посмотрим, какая у них кнопка. У нас там канал есть и Герда, и Месси. Вот единственный вопрос, за какой же Скорее это канал? всего, это Мэйскин, потому что на Герде нам только-только там исполнилось 100 тысяч, поэтому я думаю... Вот такая вот штука. А, письмо на китайском, класс. Ну, да. Там Google 2 кружки Translate должен пива, помочь. да, по-моему? Я не знаю, две кружки 2 пива. кружки пива. Говорит, надо обмывать пивом. Отмечайте, ребята, пивом. Сразу же напиток прилагается, да? Очень надеемся увидеть Яну у вас в гостях. Яна, ты Да-да! приедешь к нам в гости? Ух ты! Так, интересно, чья же эта кнопка, Мессина или Гердина, потому что с ней хрена, простите, пожалуйста, не написано. Ну, это надо будет потом Google Translate сфотографировать, чтобы он нам сделал фотоперевод, и мы Ой, смотрите, поймем. какая милашная мордашка. Для понимания, ух ты, В общем, чья-то она это... потолще, чем В общем, это. это кнопочка. Ты смотри, Эх, честно класс. говоря, ребята из YouTube, учитесь качеству поделки. Класс. Ваши кнопки ютубовские тоже делаются в Китае, но у них качество прям намного выше. Тут прям произведение Здорово, искусства. вообще супер. Блин, как С классно. подставочкой, смотри. Классно, спасибо. Кнопка от Билибили. Супер, супер, просто. Прикольно. Теперь осталось, правда, узнать, чья это, Мессина или Гердина, потому что у обоих на каналах 100 тысяч подписчиков есть и больше. Вот. Осталось только узнать, чья. Ну, прикольно. Сегодня такая Ну, я думаю, необычная что, скорее посылка. всего, это Мэйскина, но вот я почему-то так и думала, когда видела, что из Китая, у меня была такая мысль, что это вот она и есть. Лауреат! Лилия Васильева, спасибо большое. А экскурсия по Алтаю с меня. Заодно и сама открою новые горизонты. Юлечка, спасибо. И что, все, что ли? Мэсь, может, тут такая картонка пойдет, такая другая. Посмотри. Никакая уже, скажи мне, не пойдет. Никакая не пойдет. Стул убрала Маша, да? Посмотри, может, вот это правда. Это не лучше? Ой, какая, может лучше? Может, лучше вот это, смотри. Какой хороший. Привет вам из Красноярска. Здоровья и счастья вам и вашим Это лучше. котам. Привет с Московской области. Привет из Литвы. Доброе утро из Польши. Ребятки, мы вас обожаем. Ребята, спасибо огромное. Привет из Киева. Удачного стрима. Эта шубка лучше, это не колючая.
Снег с крыши весь упал? Немножко задержался там, где у печи Там труба, но труба, там да. небольшое количество. То есть, вот, ребят, вот Маша, поснимаем вот здесь секундочку. То есть, вот смотрите, где снег сходил, его видно. Ну, вы видите, как сугроб обрублен, да? Вот. И вот где он совсем не сошел, тут и снега нет. Да, там вот как раз и не хватает. Вот надо мной как раз где-то там висит, но он не падает никак, ни в какую, зацепился за трубу. Black Swan, thank you very much. That's for delicious food. Так, ну, Мэйсик, у тебя еще одна награда. Правда, интересно, почему они пиво на поздравление нарисовали? Вот, нет, я не в плане того, что что-то плохо, но по логике вещей, то есть, если награда, праздник какой-то, ну, вроде бы шампанское, да, то есть, ассоциируется с празднованием чего-то. Привет из Украины, кот и семье и кот и зависимым. Всем привет! Привет! Всем огромный привет! Ты занимайся делом. Мы тебя отвлекать не будем, я просто убрал ненужные. Привет огромный Саша, Маша, Герда и Месенька из Саратовской области. Ребята, вы самые лучшие, всегда поднимаете настроение. Соседям большой-большой привет. Аноним. Первый канал, у кого есть китайская кнопка YouTube. Поздравляю. Спасибо огромное. Ну, это самое, ребятам же тоже с День Тигра, Диме с Яной тоже пришла такая кнопка, потому что у них тоже на китайском канале больше 100 тысяч подписчиков, вот, ну вот им впервые дошла, потому что они, видимо, ближе к Китаю находятся. Маша, ну подожди, с другой стороны, все-таки как-то будем считать, что это поздравление, собственно говоря, правильное по той самой причине, что мы первые, кто в Китае начал вести свою страничку, и награда нам положенная уже давным-давно до нас дойти не могла. Ну Поэтому да. как там, заработали мы раньше всех, действительно. Может, получили позже Яна с Димой. Так прикольно, красивая награда. В YouTube раньше тоже же были прям из металла кнопочки на Да, поверхности. тоже так же было. Они потом да. поменяли вот на такие. Занимайся. Спасибо Михаил, вам, Маша, занимайся. что прочитали мой комментарий. Ура! Ну вот так выходит. Поздравляю с Значит, кнопкой, она классная. Скоро вот уже Гердина будет заказываться для Ютуба. Гердина кнопка, у нее там тоже перешло за 100 тысяч У меня для подписчиков. Ютуба и из Китая, да? Да, из Ой, Китая она у нас тоже тоже должна лауреат, прийти. номинант. Джоланта, thank you. Я не знаю, почему-то как-то радует. Мне хочется, чтобы Герда... Я понимаю, что ей все равно. Мне почему-то хочется, чтобы у нее тоже что-то было. Дэвид Келлер, good morning, Messi and Gerda from Wisconsin. I do love your videos and keep up with all of your hard work and taking care of the big soft cats. Thank you, David. Огромный привет из Москвы и вашим хвостиком. Привет из Англии. Спасибо. Привет из Хайфа. Завтра уже февраль. Генечка, Последний здравствуй. месяц зимы начинается, да. Да, и скоро уже снег весна. растает, и тогда... Совсем чуть-чуть и весна. Давай золотую кнопку вторую. Будем. Отдохнуть. 15 минут назад на канале о львах появился рассказ. Маша! Да, мы ребят, как раз и хотели сегодня рассказать о Лёше. Да. Ну, что, Говори, давай ты да. так. Говори. Ты просто ты в кадре, поэтому так будет ну хорошо. красивее. Ребят, сегодня Алексей у нас наш друг из ЮА, который занимается вами, о котором мы вам рассказывали. Сегодня выложил наконец-то презентационное видео. Мы ссылочку после эфира обязательно оставим. Вот, прошу, не судите строго, он очень волновался, очень стеснялся. Как-то, то есть в клетку к 8 львам заходить ему не страшно, да, а сняться на камеру ему страшно, да. Ну вот, такой он, милый. Поэтому, да, прошу, не судите строго, это, скажем так, проба пера, он только учится. Вот, после эфира милости просим, я думаю, что он вам понравится, да он не может вам не понравиться, он тоже очень увлеченный человек, тоже человек, скажем так, идейный, в своем именно, в своем исполнении, да, вот. Милости просим, посмотрите, я думаю, вам очень понравится. Да.
Мы, по крайней мере, смотрели это видео Ну, я не с знаю, у меня улыбка улыбкой. была на Да, лице, с улыбкой просто. Но мы с тобой очень все-таки довольны. предвзято имеем мнение в этом плане, да, потому что это все-таки наш друг, с которым мы общаемся уже очень давно. Не знаю, уже года, наверное, года 4 общаемся где-то с Лешей, да? Сложно даже сейчас вспомнить. Вот. Что у нас еще такого интересного? Как раз Леша же нам помогал из ЮАР заказать Герди витаминки. Да. Мы заказали Герди витаминки и от жадности, собственно говоря, в связи с тем, что перерывы именно в работе почты, сложности. Мы взяли аж 2 ведра. Ведерки, имеется в виду 5-килограммовые, там 5 килограмм витаминок. Вот. Мы аж 2 купили так впрок, чтобы было. Ну, чтобы было, плюс доставка, как бы, тоже это дело такое сложное Да, и из доставка тоже из дорогая. Африки. И вообще неизвестно, дойдет ли или нет, но мы надеемся на лучшее. Вот. Ну, по факту доставка равняется стоимости, доставка всего груза равняется стоимости одного ведра, да. одного такого ведерка. Вот, витаминки специальные, витаминки, которые делались непосредственно Разработаны только для для гепардов, гепардов, да. исключительно для них. У гепардов есть такая особенность, им требуется достаточно большое количество глицина. Настолько большое, что ни у одной кошки такого количества глицина организм не потребляет. Вот. Но не суть важно, когда приедет, мы вам обязательно покажем, расскажем, попробуем еще Герди дать. Я понимаю, что купили мы целых 10 килограмм, а вдруг она это есть не будет. Тоже ничего может такое страшного, случиться, всякое может быть. что какой-то привкус может не понравиться кошке. Например, мойскую фитокальцивиту мы приучали, я помню, достаточно долго, по чуть-чуть. То есть 2 положенные столовые ложки в день он костной Ничего, и муки её не тоже съедал. приучим. И ее тоже приучим, действительно. Матушка Кетмер. Love when you say Messi, не хулигань. Love you from Slovakia. Thank you very much. Да, вот действительно, периодически вспоминаю о том, что вот Месси созвучно с английским месс, то есть бардак, беспорядок, да, вот, он действительно периодически устраивает этот самый беспорядок. Chibi Devil Chen. You do a lovely job with raising them. Hope you all stay safe, warm and happy together. Thank you very much. Так, а еще вот здесь у нас был вопрос от Инны Что Абашиновой. такое? Ну и чуть-чуть подробнее Зачем расскажите. гепардам такой густой подшерсток? Или это просто у всех кошачьих в зависимости от температуры отрастает? Ребят, вот это да, я понимаю, что мы с вами привыкли, и я, честно говоря, задавал этот же вопрос, опять же, тому же самому Алексею Тихонову, да, вопрос заключался в чем? У нас с вами сложился стереотип, что Африка это жарко и тому подобное, что там в Африке гориллы, львы и крокодилы, там всегда жара, но температура в Африке ночью, даже летом, может падать до минусовых температур. Вот. И подшерсток, оказывается, вырастает у всех кошек, у африканских в том числе, то есть и львов это касается, и всех-всех-всех. А вот то, насколько густой будет подшерсток, зависит от температуры окружающей среды. То есть акклиматизация у животного проходит на протяжении полугода. То есть за эти полгода как раз организм животного привыкает к тому, насколько нужно, например, подготовить жировую прослойку там, да, организма, то есть этот запас пищи и этот самый термический слой, вот, и насколько будет густой подшерсток. Даже собаководам, например, очень часто рекомендуют, когда собачка даже вот очень молодая, но зимой планируется выгул. Ну, например, вы взяли щенка в декабре месяце, ему 4 месяца, да? На улицу в связи с тем, что еще прививок нет, вам еще нельзя, поэтому рекомендуют выносить на балкон, на мороз, чтобы стимулировать у щенка рост подшерстка, чтобы потом, когда он после прививок, после карантина, после прививок еще 10-дневного, выйдет на улицу, чтобы у него уже был подшерсток. Вот такие вещи есть. По людям могу сказать такой же параллель. Обратите внимание, перед началом зимы, что такое минус 5, и в середине зимы, что такое минус 5. В начале зимы это зуб на зуб не попадает, вот, в середине зимы, то есть минус 5, да господи, я в рубашечке сейчас тут быстренько пробегусь. То же самое, у нас такой же есть процесс, но у нас не подшерсток вырастает, конечно. Вот. У нас такой же процесс, у нас, как это сказать, сужаются поры, то есть теплоотдача снижается у организма. Тоже организм в связи с понижением температуры приспосабливается к окружающей среде, то есть на меньшую теплоотдачу. Вот. Даже вот такой интересный факт, вы не поверите, у кошек сфинксов, то есть они же есть разные, подвиды у них разные по степени пушистости, там, да, ну, на них есть шерсть, ребят, на них есть шерсть, не надо ржать, она реально есть, и не надо там под микроскопом, что ли, ее видно, если вот так, то очень хорошо видно. Вот. Даже у кошек, у сфинксов на зиму немножечко длиннее становятся волоски, это действительно заметно.
Вот, весной причем даже происходит линька. Вот у нас по Кире заметно, почему. Она же белая, да, если посадить ее на черные штаны, она посидела, встала, такое ощущение, как будто, ну как сказать, как будто перхоть на тебе лежит, вот эти меленькие волосочки, начинается линька, то есть весной уже у них линька, летом будет жарко. Вот так, я за товарищем пока приберу. Чекуров Валерий, даешь полный набор всех YouTube кнопок Месси и Герди, ура! Спасибо, будем стараться. Дэвид Келлер, what is your favorite chocolate candy or bar? Milk chocolate. Да? Ты тоже любишь молочный шоколад? Да, люблю, я любой шоколад люблю. Саша likes all шоколад. Все шоколады он любит. Спасибо каналу Месси, познакомилась с Днем Тигра, познакомилась с каналом Алексея, с барнаульским зоопарком. Теперь это такой позитив смотреть и общаться со всеми. Месси самый лучший пума в мире. Спасибо большое. А чего? Вот она коробка, очень я не убирал. приятно. Вот она. Здравствуйте, привет из Америки, вам огромный привет, снег у вас, круто очень, у вас очень здорово, вы очень классные, спасибо вам за интересные видео, спасибо большое, так приятно. I love watching Messi from Philippines, hello, greetings from Malaysia. Как нас много. Ой, здорово. Это чудесно, ребята, вы у нас просто потрясающие. Так, Мисюндер. Куда ты собрался? Замерз, так, кот? тут посидеть, там посидеть. Ты Никуда замерз, кот, особенно. нет? Ну, на самом деле, скажу, на улице не тепло. Не тепло? Да, руки если мерзнут, давай, нос может быть, течет. Масюш, домой хочешь? Домой пойдешь? Сходить к Гердочке? А мы бы Гердочку пока выпустили на улице, с ней бы походили. Герда сейчас, А, она же так. не Месси, нас не будет сидеть на месте. Лариса, привет, кот и семье. Может ли кот симулировать мурчание? Когда я беру его на колени, сразу начинает мурчать, укладывается, а спустя пару минут резко убегает. Это он мою бдительность мурчанием притупляет? Так, девочки, коты не вы, они симулировать не могут. Извините. Так, а теперь на полном серьезе. Дело в том, что мурчание это, кроме всего прочего, это еще и защитная реакция, да, то есть мы с вами привыкли, у нас ассоциация какая? Мурчание кошки, значит, ей приятно. Но зачастую это защитная реакция, да, действительно, для того, чтобы притупить бдительность, там, да, каждый, у кого есть дома кошка, сталкивался с такой ситуацией, что кошка не хочет сидеть на руках, а вам вот сейчас приспичило, да, вот хочу ее погладить. Вы посадили ее себе на колени, пытаетесь ее уложить, она упирается всеми лапами. Но вы уже решили там целеустремленно идти к своей цели, там, да, не буду останавливаться, все, вот буду гладить, и все, я в конце концов человек, я сильнее, да. Что в этот момент делает кошка? Она делает вид, что она вам подчиняется, да, то есть она расслабляется, она ложится у вас на руках, делает вид, что она даже засыпает, начинает мурчать. Вот. И как только ваша хватка ослабнет, она тут же убежит. Это, да, действительно, это способ притупить бдительность. То есть вас ласково убалтывают, вот так вот назовем это. Маша Бальчевская пишет: да-да, подтверждаю, я нигде так не мерзла, как в Африке в июне. Особенно чем дальше от моря, тем сильнее перепады температуры. Да, вот такая вот удивительная Африка. Ну, ребят, на самом деле, это я был такой жертвой стереотипов, как и вы. Просто я этот вопрос задал на 3 года раньше, чем вы. Вот. Но мне тоже было интересно, а у львов вырастает подшерсток или нет? Рана Набил, thank you very much, Messi, and you guys are the best. Please, more subtitles. Thank you very much. Brion, thank you. Чего, зайка моя? Кнопочку ты понюхал, все ты посмотрел. Не знаю, чем себя занять. Скучно? Скучно? Вау. Ну, вон игрушки лежат. Может, игрушку какую-нибудь смысешь? Ну что ты, мой хороший, хочешь домой? Пошли домой. Слоны меня не радуют, мартышки не смешат. Открой Что, ему дверь. вау, домой или игрушку? Открой ему дверь, захочет, домой пойдет. Привет из Игрушку можно? Польши. Спасибо огромное вам за позитив и огромный труд и терпение. Лучшим котиком. Уже подписалась на канал Алексея. Классные львята. Ну, открой ему, захочет, пойдет. Мы к Гердусе Ты тогда чего? сейчас Ты сходим. Куда? Вот, он Понятно. бегом помчался. Понял, Наконец-то я понял. дома. Сейчас, Так, тогда, чтобы я за тогда ним не пошла к следить, Гердочке, да, а Да ты... сейчас мы это- вместе, я дверь прикрою, чтобы за ним не следить. Выходи. Ну, давай.
Очень прошу, не качайтесь, укачивай. Да, ребят, я стараюсь. Просто тоже поймите, я же... Это ее Это ветром, кресло ребят. качает, да. Я стараюсь ногами там задержаться. Здоровья и счастья вашей семье, вы лучшие. Так, ну что, пушишку выпускаем. Ой. На волю птичку выпускаем. Пойдешь гулять, Гедуш? Правда, сегодня только вчера. Син Монтгомери. You amazing, thank you. Drake, watching Messi is the best distresser in the world. Love, not hate. Thank you. Ой-ой-ой-ой-ой, напугал ее как. Дверь открыл, сквозняк сделал. Ветер холодный, утром не было такого ветра. Во время южного холодный, Леденит, понятно. леденит. Из-за влажности еще, влажность очень высокая. Не-не-не-не-не-не. Не, Гердусь, ты домой не идешь, Зайка, мы домой же не гулять идёшь, Зайка. пришли. Ну, гулять. На печку пойдешь? На печку Гердочка пойдет, на печку Гердочка пойдет, на печку Гердочка пойдет. Пойдет? Вы что сегодня оба? Вы на разбирающем режиме. Вы где у нас? Эй, скажи, а что вы мне даже ошейник не одели? На улицу голый вывели. Сейчас Гердусь бегаю, подожди. Сейчас принесу. Гердулин мой, красотулечка. Вы сейчас спрашиваете про канал Лёши. Он его уже завел, на самом деле уже какое-то время он у него существует, он просто его не вел. Вот. У нас он есть мы подписаны на его канал. Если вы на канале Мэйски зайдете в подписки, Live with Lion, по-моему, называется. Вот. Можете там его посмотреть, но мы в любом случае после прямого эфира в описании ссылочку оставим. А у Герды в игровой комнате тепло. У Герды, да, у нее там 20 градусов температура. Love Gerda, she's beautiful. Thank you very much. Купите, пожалуйста, стабилизаторы для телефона. У нас есть такая вещь, как стабилизатор. Дело в том, что он стадикам, он тяжелый, и вести прямой эфир с ним просто невозможно. Ну, 2 часа думаешь? держать его в руках просто невозможно. Мася открыл дверь уже в гостиную, вон сидит на диване. Да, я уже услышала его мяу-мяу. Анжелика and Юли. Hi, sweet Messi, Gerda, Kira, mom and dad. Hello. Hello. Кто тут орет? Кто кричит? Ты сам просился домой. Сам ушел? Гердуль. Теперь Гердуся гуляет. Че, зайка, тоже домой пойдешь? Нет, скажи, потопчусь еще. А ты чего? Ты сам зашел, тебя никто не загонял. Пошла. Тебя и не выгоняли, и не загоняли. Это был Lost твой of выбор. love from Australia. Kinga, hello. Гердусь, малышатина моя. Мы с тобой что-то без красоты, да? Вот. Да, она сейчас недолго, наверное, будет гулять. Ну, без Холодно. разницы. Улица, ошейник, ассоциация. Туда хочешь, да? А пойдем, у нас там, кстати, с тобой бутылочка воды тебе стоит. Мы с машиной налили. Ну смотри, только там Масюшка. Ну, Она же не пойдет домой-то. Зая, ты чего? Ну Вот что она там? вчера тоже тут топталась.
У моих знакомых живет мальчик-гепард, ему на воспитание дали мальчика-лабрадора. Сейчас они лучшие друзья. Не знаю, какие у вас предпочтения, но мне кажется, что лабрадор лучший компаньон для гепардов. Главное, чтобы они вот по возрасту все-таки Совпадали, да, росли это очень, именно вместе. Очень Вот важный это- аспект, действительно. Это важный момент. Она вчера Тебе тут таки у меня надо? все вынюхивала, заходила сюда тоже. Вот ты мне такие тапочки тоже надо. Тебе надо такие колошики, да? Ребята, вы просто молодцы. Эти большие кошки просто бесподобны. Бесподобные. Сейчас я возьму Кошка наша. бутылочку. Подожди, ты не ходи уже за мной. Пойдем, зайка, пойдем. Это твоя водичка. Да водичка это твоя. Пойдем, тебе водичку отнесем. Пойдем тебе водичку отнесем. Не хочу, скажу, по снегу Алексей, ходить. спасибо большое. Пойдем, малыш. Пушишки, привет из Москвы. У нас тоже ветреный снег. Отлично смотритесь. Да? Девочка с гепардом. А есть у Алексея русскоязычные видео? В смысле, они разве у него на английском? Он же по-русски там разговаривает. Конечно. Конечно, они же на Ну, русском. он только канал начал, то есть презентационное видео только снял. Я отсюда где-то зайду. Я с этой стороны, Кать. Все на митинг «Свободу Моисея Герди». Они и так свободны. Привет, Костя. Привет из Волгограда. Ваша любовь к питомцам и ласка просто безгранична. И нам передается. Улыбка не сходит с лица. А на сердце радость. Скажите, а случается ли агрессия к вам от ваших кошек? Нет, ребята, к нам не случается. Передумали? Они просто... Герда это, в принципе, мне кажется, не агрессивные животные. Я просто машину не закрыл, чтобы вот, чтобы меньше вот это Ой, вот было. как тут, да. Ветричество, конечно, жутко. Чьи мои зайки любимые? Шумит все вообще, жуть какая. Ой-ой-ой. Да, вот есть такая издержка в этом плане. Ну, мы же, как и говорили, то есть закрывали-то мы поликарбонатом экстренно, весной это будет все вставляться в рамы Ну будут да, и съемные. ничего уже не будет так Да, окна перемещать. будут еще делиться на части, чтобы они вот так не шумели. Если Масяну скучно, то научите его играть в шахматы. Кот конем. Серега. Ксю, Я с ним больше не привет. играю. Спасибо за хорошее настроение. Мы Герчики, привет из Кургана. Ксю, привет вам тоже. Те хвостик, Ох. те хвостик. Холодновато, конечно, на улице. Прям ветер Пойдем в такой. теплый к ней вольер. Пойдем Нет, в я имею в виду, теплый? что это на улице именно из-за ветра. Ну да, из-за ветра холодно. Герчики вольер намного теплее. Greetings from Лос-Анджелес, Калифорния. Hello. У них здесь прям плюсовая однозначно температурка. Да, Гердусь? Зайка. Что делать, чтобы сфинкс не начал метить? Ну, я думаю, что это не только для сфинксов какие-то особенности там, да, а в принципе для животных. Ну, отчасти вам, конечно, поможет кастрация в этом плане, в плане того, чтобы животное перестало метить, но это, понимаете, это не гарант. То есть в большинстве случаев это помогает. То есть в правильном возрасте, при ранней стерилизации, то есть это часто помогает, но поймите правильно, это не гарант. Дело в том, что с инстинктами ничего не поделаешь, их нельзя убрать, это базовые настройки. Единственное, что вы можете сделать, то есть это приучить кота к тому, что у него есть какая-то своя территория, и метить нужно только ее, чтобы он вашу территорию не метил, но это, как бы это сказать, это, грубо говоря, если у вас трехкомнатная квартира, одну комнату можно метить, остальные нельзя, вот это можно сделать. Но это какую-то из комнат придется отдать на растерзание. Антонио, Саш, Маш, Хаешки, только хотел предложить вам про Алексея рассказать, но вы уже сами. Замечательный человек, чудесное животное, интересная история. Всем вам большой респект. Спасибо огромное. Уже кто-то посмотрел, я так поняла, да, наверное, видео? Ну, ребята уже сами нашли, я думаю... Но я сказала, что у нас в подписках они есть, да. Он есть, да, у нас в подписках, это очень хорошо, потому что в подписках у нас очень немного людей. Герточка.
Да, мы ссылку, еще раз повторюсь, ссылку сейчас на Лешин канал тоже дадим, разместим, поэтому не переживайте, все найдете. Кому нужно прям срочно, прямо сейчас, у нас в подписках найдите его канал Lion with Live, как там, Live with Lion, по-моему, называется. Не это, честно говоря, не помню. Про какие опять... Так. Это не еда. Герда уже не шипит на куски мяса. Герда никогда не шипела на куски мяса. У нас такого не было. Масян, у нас такое Это у нас дело. Месси периодически такое Вот с Месси, вытворяет. да, это вот наш неудачный способ научить команде голос, неудачная попытка, и в результате мы теперь пугаем еду. Гердуся, надо ошейник снять Гердочки. Ну что, я просто прибирался у нее на это, она покакала. Иди ко мне, моя хорошая, иди, моя хорошая. Иди сюда, иди. После вчерашнего эфира День Тигра очень много подписались людей у Алексея. Ну, конечно, это же интересно посмотреть. И не каждый день можно увидеть, как человек живет с 8, с общей сложностью, с 10 львами, да, учитывая еще 2 белых. Конечно, это очень интересно. Это, ну, во-первых, он живет в другой стране, интересно, там, на другом континенте, интересно даже посмотреть, в принципе, как там все. Плюс эти львы, которые живут в природе, но при этом они такие ручные. Безусловно, это очень интересно. Ну, отношения, в принципе, между человеком Конечно, и животным. конечно. Да, причем при том, что это назвать там каким-то парком, ну, я не знаю, там язык не поворачивается, потому что территории достаточно большие, имеется в виду, что понять, где заканчивается у львов их территория, ну, невозможно даже по видео. Что такое, мой хороший? Это большое. You guys have such a beautiful home. Russia is so beautiful. Thank you. Ух, ветрище разыгрался. Ух, ветрище, Гердусь. Страшно, девочки мои. Герда с Месси играют вместе или нет? Месси с Гердой не играет. Да, Месси с Гердой не играет. Нет, Но на Герда- самом деле мы ждем сейчас, когда потеплеет, и можно будет снять опять вот это вот... Когда можно будет снять здесь вот это Это- стекло, там, да, да, стекло. вот этот поликарбонат. Чтобы они снова начали играть вместе и через Дело в том, что, решетку. да, вот очень, конечно, прервался контакт из-за установки вот этих вот окон, да. Вот, контакт сильно прервался, ну, по крайней мере, ограничился. Они, как бы сказать, значительно дальше стали друг от друга. Судя по количеству снега, у вас филиал Нарнии. Да вот не меньше, ребята. По количеству снега, я не знаю, я уже должен вот с такими бицепсами, как у Шварценеггера, ходить. Я его перекидал, не знаю, сколько это ножом. Да, уж это Жуть точно. какая-то в этом году, правда. Снега было очень-очень много. Пушишки, привет из Азербайджана. Вот, Спасибо. я привет из Азербайджана. Ой, из Азербайджана? Ой, неожиданно. Hello from Australia. Hello. Вопрос от англоязычного подписчика. Можете ли вы прикасаться к лапкам Герды? Нужно ли Герде стричь когти? К лапкам она уже дает прикасаться, да. Да, к лапкам мы прикасаться можем. Тихо, зайчик мой. Вот, к лапкам пугается. она прикасаться Да. дает, но когти ей стричь нет необходимости, потому что они естественным образом подтачиваются. У гепардов когти не втягиваются, поэтому они, да, стачиваются естественным образом, у поверхность. Вот. В принципе, не слышал, чтобы гепарду когти мешали. Хотя только это на знак. Татьяна Вячеславовна, спасибо большое за доброту и хорошее настроение. Благодарю вас. Почему я ходил еще? Да, она уже хорошо. Не ходи. Не ходи. Зачем ты лапу поднимаешь? Я не знаю, как это работает. Зачем ты лапу там поднимаешь кошку?
Чего у нас висит? Как Гердочка получила свое имя? Ой, Ну, это имя было дано ей до нас, поэтому, честно говоря, мы не знаем, по я какому так принципу понимаю, еще, да, было там откуда подобрано. родом, она у нас из Найроби, да? Да. Вот. О, мальчику-гепарду 5 лет, а щенку было, когда его знакомили, 2 месяца. Девочка маленькая, мальчишку сразу начал ее опекать. М-м. Вот. Тоже интересно. Ну, вот гепард на самом деле очень необычный по своему и по поведению. Ладно, по конституции тела и по поведению, в принципе, очень необычный. Бух, мы кататься пошли. Мы пошли кататься. Ой, Напугалась. испугались. А там еще лед сверху намерз, и Да, она вот... он трещит, я Да. заметил, на что же Да, обратил внимание, то есть напугается. к тому, что ветром... Чи мой сладкий. Чего такое? Кататься? Шиндер мой. Кататься? Давай включим тебе чесалку. Чесалку включаем. Включаем чесалку. Давай, давай. Так неудобно, да? Давай чесалку включать. А на Мэйси может быть аллергия, как на обычных кошек? Вот, ребят, вот именно как на обычных нет. У меня на работе девушка работала, у нее аллергия на кошек, а вот на Мэйску у нее аллергии не было. Слушай, в то же самое время, вот когда к нам ребята в гости приходили, у Сани же у него аллергия на животных, и он вот весь тогда, он сидел красный, пока это, ему все тоже говорят: Сань, тебе жарко? Он говорит: нет, не жарко, говорит, все нормально. А что, говорит, я красный? Мы говорим: ну да, ты вот малиновый просто. Он пошел, выпил таблетку супрастина, хотя он к Мэйске даже не прикасался. Ну вот, Маша, я вот говорю, то есть вот, аллергия конкретно на кошек, вот, а на Мэйску аллергии не было. Ну, в общем, у всех людей Это там было по-разному. буквально так вот. У всех людей по-разному. Ну, по-разному, да, безусловно. Безусловно. Аллергия — это вообще такая странная болезнь. Мы катаемся. Опять катайся. 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 Нет, не было такого. Катайся, ты Я самая катайся, серьезная ты катайся, девчонка. моя сладкая, ты Ну что, вы катайся. девчонка, серьезная? А может тебе игрушку дать, серьезная девчонка? Чего тебе дать? Давай единорожку дать тебе? Ты чё, мой Я не сладкий? знаю. Ты чё? Думаешь, что сейчас что-то дадут? О! Думаешь, будет Надо? еда? Надо такую? Такую надо? Такую надо? Такую? Не надо. Такую не надо. Какую надо? На такую. Ты мой сладкий. А вот такую? Всё, мой такой хороший. Вот эту лучше, да? Бери любую. Бери любую. Подожди, еще собака есть. Вот собака есть. Собаку лучше. Да? Ой, она еще пищит. Держи. Мы тебе собаку еще не давали. Саша и Маша, привет! Поздравляю вас со 2-й серебряной кнопкой. Герда Пушишка молодец. И Мэйси молодец. Обнимите от меня Мэйси. Завтра будет 4 года, как Мэйси с вами. Вы классные. Не завтра, а 2 февраля. 2 февраля, да. 2 февраля. Но спасибо огромное, действительно огромное спасибо. Да. Да. Время как быстро пролетело. Ну я тебе тут вот для чего этот детский сад расставил? Автопарк игрушек. Выбирай какую-нибудь. Ну могу 4-ю тебе дать еще, вот такую. С перышками. С перышками надо? С перышками. Не надо. Вот, тоже положи. Выбирай, какая тебе больше нравится. А что ты на Машу смотришь? Мам, какая мне больше нравится, мам? Ты мне больше нравишься, ты мне тоже больше всех нравишься, да. Больше всех игрушек, самые. Папа, как же я же лучше игрушки? Конечно, ты лучше. Ты самая лучшая, самая-самая. Самая классная, самая добрая девчонка. И что, с нами больше никто не разговаривает? Ой-ой-ой. Ой, и вот тут, да. Вот здесь еще чуть-чуть. Просто весь чат про как найти канал Лёши, дайте ссылку и так далее. Ребята, еще раз Всё повторяю, понятно. зайдите на нашем канале, кому нужно прямо сейчас, прям вот срочно, зайдите на наш канал. В подписках у нас есть, мы подписаны на Лёшин канал. Living with Lions называется канал. Он у нас там, наверное, единственный, да? Там канал Герды подписан, мы Ну, на канал Дима с Герды Яной. ну и Дима с Там Яной, да, 3 и канала Лёша. всего от нас. Вот, как раз вот там найдете. 2 из которых наши.
ты моя кошка хорошая. Ниночка, спасибо большое. Настоящая девушка. Посмотрите под кнопкой, там должна быть информация на английском. На кнопке нет информации на английском языке вообще, там все на китайском, да, поэтому нужно этим переводчиком просто будет перевести. Ну, посмотрим. Это, Там в любом всего, случае должна быть написано название канала, Да, но да. оно же у них тоже там, то есть даже на наш Он у нас там логотип, канал который называется мы... по-моему Месси. Да, канал там называется Puma Messi, но он там даже написан не на английском, а тоже на иероглифах, поэтому даже наш логотип им нужно было видоизменить, а им Puma убрать и написать это на китайском. Поэтому вот тут такой момент. Трейси Шутер, thank you. Привет, ребята! Что решили с передачами? Пойдете ли? Привет вам, мы большой из Казахстана. Смотрим вас вместе с нашими котокошками. Спасибо большое, Мариш. На передачу я не пойду, потому что, как оказалось, нужно было, чтобы мы с Сашей вместе туда поехали, то есть именно как блогеров там, да, вот пригласили, чтобы Саша обвинил меня в том, что ему не нравится, как я одеваюсь, вот. Но дело в том, даже не столько в том, что Саша не хочет меня ни в чем обвинять, сколько в том, что мы не можем поехать вдвоем одновременно, потому что Гердочку не с кем оставить. Мы не можем ее оставить, потому что она у нас не переезжает так легко, как Мэйська. Вот такие дела. Вот. Что касается Сашиной передачи, пока вообще ничего там Про не нашу известно, передачу непонятно. про Бузовой, ребята, возможно, Но там планируется поеду, эфир да, какой-то именно про животных. На прошлой неделе, я не знал. Ну, забирай, которую, я просто не пойму. Ты же с пола не берешь, и поэтому держу в руках. Забирай любую. Вот. На прошлой неделе разговаривали с Михаилом Зарецким, да, и он говорит: Саша, а передача, то есть его тоже пригласили, передача про животных, говорит, поэтому, может быть, имеет смысл сходить. Вот. Ну, в данный... Ты чего перья там грызешь? Ну, а для чего было дадено? Я рассчитывал, что она еще с перышками будет играть, но она как-то очень холодно к нему отнеслась. Поэтому, вполне вероятно, я эту передачу поеду. Тем более, что там нужно присутствовать только меня, ни Маша, ни Месси, поэтому можно будет съездить. Но, опять же, нужно еще узнать сам контекст, в котором будет эта передача. А мне, к сожалению, так и не постригут волосы, так и не Маша, перекрасят, так и ничего со мной не сделают. Вот я очень рад, что тебе не покрасят, не постригут волосы. Поддержите меня, пожалуйста. Анастасия, ребята, привет, вы супер, Месси и Герди, привет и обнимашки. Не хотели бы вы делать образовательное видео о больших кошках? Вернуть вопрос дня. Расскажите, пожалуйста, что вы думаете о вегетарианстве? О вегетарианстве мы ничего не думаем, мы едим мясо и считаем, что это полезно для организма. Едим мясо, да, в любом случае, поэтому о вегетарианстве мы ничего не думаем, это личный выбор каждого. Кто считает, что это полезно и правильно, это их выбор. Я мы с Сашей только за то, что не нужно призывать людей и там говорить: фу, вы едите мясо, как это ужасно. Просто были у нас и такие знакомые. Я считаю, что это навязывать свое мнение никому не нужно. У всех оно свое. Да. То есть, если я же начну рассказывать, что мы спокойно относимся к вегетарианцам, если да, они не пытаются на самом деле как-то негативно относиться к тем, кто ест мясо. Вот. Не хотели бы вы делать образовательное видео о больших кошках? У нас, если вы с нами давно, то вы видели, у нас было одно время, мы делали образовательные видео, выходила у нас там небольшая серия подобных видео, но они не пользовались популярностью, не были особо интересны. Получается, даже я не знаю, в общем, пока что оставили эту затею, потому что она какого-то отклика особо не вызывала. Переводить на английский язык их очень сложно, потому что там много специфических терминов. Чтобы это... Боже, что происходит с этой кошкой? Было интересно большей публике. В общем... Посмотрим. В любом случае нужно что-то придумывать интересненько, как-то развивать, чем-то заинтересовывать, поэтому вполне вероятно вернемся к этому. Ирина, видишь, Радиковна. Не надо, Маша, ничего стричь, и так красиво. Саша и котейкам привет от полиграфистов из Уфы. Спасибо большое, привет. Коллегам привет большой.
Ну какая же ты, вот я не знаю, лентяйская кошка. Как же на вас Раз приятно ты хочешь. смотреть, дорогие мои. Я вас обожаю уже 3 года. И от всей души ласковые люди, ласковые коты-дети. Спасибо, Леночка, очень приятно. Саша, Маша, могу поделиться парочкой секретов для съемок еще раз. Вы опять имеете в виду, что про стадикам? Вот про эту тему? Будет ли видосик про Киру? Отдельный про Киру, честно говоря, даже не знаю, что там снять, потому что Кирюха у нас вообще, она сонная, суперсонная кошка, она постоянно дрыхнет. чё ты, Бывают ну, у всё нее берёшь, приступы всё, игровые, вот такие, как вот сейчас у Гердуси, но это тоже вот такая же редкость. Ну, Шум Кира вольера, уже да, ребята, совсем это ветер. взрослая девочка. Да, Кирюха редко играет. Она старше всех у нас в семье, кошечка. И она тоже таких голубых кровей. Герда еще может что-то там порезвиться периодически. Ну что, пойдем к Масюшке? Да, пойдем к Масюшке. Да и вот посмотрите, будет Пушишка еще играть или нет, чтобы игрушки и мягкие не оставлять. Все ли пледики целые, которые вам подарили? Вот пока что Пока все да. целые, но у меня есть подозрение, что там... Не факт. может Один быть. из них был на диване, Вот когда я мы про что ходили и из говорю. дома. Месси and Gerda from USA. Joan, thank you. Так, а ты куда собралась? На тебе лошадка. Костя, срочно спасите Месси и Герду. Хозяева съедают их мясо и не докладывают животным. Месси приходится коробками добирать. Всем все докладывают, у всех все прекрасно, все кушают сколько надо. Не переживайте. Пошла. Пушиндер. Пошла. Да. Опять она завалилась. Настроение у кошки классное. На улице ей тепло. Подшерстка на себя отрастила. Ого-го, какой. Поэтому все у нее прекрасно. Ну и самое главное, что меня больше всего радует, что она начала уже более лояльно относиться к снегу. Если раньше, помните, она до снега даже лапой дотрагиваться не хотела. Да, сейчас уже выходит Сейчас спокойно выходит, проще. гуляет. Понятно, что в глубокий снег она и Ать, бежит кошка, осторожно. Я сама осторожность. Я ей. Ей. Вот, так что нет, ребят, я на Первый канал не поеду на передачу, потому что там вот нужно, чтобы мы поехали вдвоем. Ага. Такой возможности у нас Еще нет. сказать, что меня жена не устраивает. Еще и жену обвините. Вот. Не знаю, как вы, а даже я иногда думаю, как я жила без Мэйски. Мы Так. тоже вчера, у нас такая же мысль была. Зайчонок, Как мы раньше жили без котов? Ты вот туда-сюда, ты Гердусик? куда? Иди к мамуле. Выходи. Котомусик мой сладкий, котомусик, иди гуляй. Выходи. Все, И пойдем ты тогда. выходи. мы к Все Масюшке. выходите, все это. Всем сестрам по середам. Сейчас еще стерилизатор я включу. Гердочка такая довольная, да, она прям в прекрасном расположении духа. Настроение классное у нее. С утра тоже я ее покормила, мы с ней там тоже поиграли, поласкались. Пойдем посмотрим. Мы к ней периодически в течение дня заходим, поэтому не переживайте, она у нас не скучает, она там в одиночестве с утра до вечера не сидит, все у нее прекрасно. Хорошо. Вот. В течение дня выходит тоже она несколько раз. Когда тепло, прям на улице. Она и утром, и днем. Ага, Масяня! Ага, Катаня! Где папа? А? Где он? Ать. Нет, плед цел. Все в порядке. Плед цел. Масян тут. Диван цел. Мэйска ничего не съел. Да, добрый кот? Ох, дом, как тепло, хорошо. Вот, так что мы пришли домой. Сколько мы времени провели на улице? Ну, час, да? Час, да. Ну да, пока даже Вот. при температуре плюс 2, больше часа на улице не Мысюха. проведешь. Масюха тут. Плед на месте, живой, все на месте. Возьмите подругу с собой вместе с Сашей на Первый канал. Ну, у Первого канала, видимо, другие представления о том, как это должно быть. У них была вот такая концепция, и другой они не рассматривали. Поэтому, ну, я, ребят, нисколько не расстроилась, не переживайте, если вы думаете, что там я, хотела, а так вышло. Да нет, я, в принципе, была как бы не уверена, хочу или нет. Да, конечно, с Сашей было бы сподручнее поехать, вот, но тем не менее. Ничего страшного.
Так, ну ты куда спрятался-то, Котей? Миссюндер спрятался за шторочку. Поэтому Представляю все себе, поехал хорошо. бы ты с подругой, то есть подруга бы вышла и сказала, а меня не устраивает, как Маша одевается, и все, и нет у тебя больше подруги, да? Ленка же говорила, давай, говорит, я с тобой поеду, я скажу, что ты одеваешься, говорит, как-то не так. Но только, говорит, боюсь, я там ржать буду. Я говорю, «Да, ну, что? И Ленку сразу в программу «Давай поженимся». Да. Следуем. Да. В общем, посмеялись, ну, О! все это очень мило, забавно, ну, в общем, вот так. Кстати. Маш, ребят, подожди, Сашуль, а А? шерстка у Герды не пачкает руки, когда ее гладишь? Нет, не Нет. пачкает. Вначале всё пачкала, когда чистенько. было Сейчас после она этого. уже чистенькая, прекрасная. А вот травка, которую Сашуль Помните, тогда 2 недели показывал? назад, да, прислали нам травку для проращивания, вот уже какая. Но мы ее посадили только, получается, 7 дней назад, неделю назад ровно, да, в прошлое воскресенье. Вот уже какая, ребята, травка для кошек, которая продается в Классно, лоточках. она прям на глазах растет. Да. Но, правда, и пьет тоже как слон. Вот полстакана в день минимум Ну, выпивает. и вырастает. Вырастает, да, хорошо, уже можно отдавать кошке. Сколько у вас снега, как у нас в Риге. Замечательная зима, не правда ли? Потрясающая зима, Безусловно. просто очень классная. Вопросов вообще никаких по этому поводу нет. Просто очень классная. Михаил Алексеевич, спасибо вам большое за ваш Можно к Кирюшке презент. сходить, потом уже вернуться к Месси. Он у нас стационарный. А он сейчас с нами, наверное, даже он с пойдет. нами пойдет наверх, да? Ура, снова стрим, Рекскор. Пойдем, мы сегодня с нами. Забери, пожалуйста, мою курточку, Сашуль. Очень тебя прошу. Убрал. Месси, пойдем, мы наверх, Кири. Пойдем, Кири. Пойдем, мой хороший. А почему Месси такой сонный? Это возраст, может? Или почему он такой всегда ленивый образ? Нет, ребят, это не образ, это не возраст, это, ну, просто кошачья натура. У кошек такой график. Часы. Биологические часы, да, у кошек такой график. Кошки в основном практически все сумеречные животные. Они очень много спят, то есть вот весь день это их сонное время, и они просыпаются часа в 4, наверное, да, в 3:30, в 4. Ну, это все зависит от кошки, то есть, скажем так, мой. большинство кошек у нас сумеречные животные, то есть, когда они активны в сумерки. У меня руки холодные, даже не могу ее особо погладить. Да я смотрю, она же прижимается от колды. У меня потеплее. Вот, в основном они активны только в сумерки и Забирай ведут, ее сюда. Всю жизнь это энергосберегающий режим. Забирай ее сюда. Поехали. Моисюнька. На свои таблеточки. Ой, ты моя холёсая кошка. Ты моя милая розовое чудо. Кошки проводят во сне 2/3 жизни. Поспать не очень, товарищи, у нас Любители, да, поспать. Очень любят. Так, Масян, пойдем в кадр. Мэйси в доме. Так, а что мы по дому в ошейнике ходим? Давай его сюда. Скажи, ты, значит, в ватниках ходишь, тебе можно, а мне в ошейнике нельзя, да? А чем вы кормите котов, можно спросить? Мэйси у нас кушает говядину, сердце, печень. Мышек, даем еще мышку и цыплят суточных. Герда у нас кушает исключительно только конину и перепелок. Что мы ей даем? Давай тогда, ладно, по рациончику я. Значит, смотрите, ребята, если по пуме, да, то есть рацион не раз уже рассказывал, 60% это мясо говядины. Мясо обязательно с хрящиками. Именно не с костями, а с хрящиками. Дальше уже, то есть остальные 40% это печень, сердце, почки, мышка и цыпленок суточный замороженный. Плюс к этому ко всему мясокостная мука. В формате фитокальцевит такая дешевая есть прикормка в зоомагазинах. Вот. Это вот Мэскин рацион. У Герды рацион попроще, ну и, скажем так, сразу и посложнее. Дело в том, что у гепардов очень чувствительное пищеварение, и к питанию нужно относиться очень щепетильно. Да? Основная, то есть, проблема у гепардов является поджелудочная железа. Поэтому очень нужно беречь, все должно быть максимально постное. Поэтому Герда у нас кушает это конина, половина порции у нее, и вторая половина порции это перепелка, цыпленок корнишон и кусочек говяжьего сердца. Вот, сейчас вот дожидаемся для нее еще витаминки, чтобы добавить ей в прикорм. По воскресеньям перед голодным днем хищнику положено устраивать один голодный день в неделю. Вот, Мэски устраивает их себе сам. У Герды такого, как сказать, такого терпения нет, как у Мэски, чтобы самостоятельно регулировать себе голодные дни. Поэтому у Герды он у нас принудительный в понедельник.
В воскресенье поэтому мы ее кормим пищей с мехом с перьями. Это либо перепела с пером, прям в перья идут, либо кролик не потрошенный, то есть прям вот тушкой с шерстью. Вот так. Вот такое вот питание по понедельникам, как я говорил, голодный день, то есть в понедельник ничего не кушает. Вот весь рацион. Рацион очень долго составлялся. Раньше у Герды рацион был значительно беднее. Мы очень аккуратно к этому подходили. То есть со специалистами беседовали, что можно добавить, как можно разнообразить. Вот, то есть сначала мы курицу, которой ее кормили, курицу в зоопарке, мы ее поменяли на более диетического корнишона и перепела. В нем меньше жира. Да, в них меньше жира в этих цыплятах. Ну и еще перепелки достаточно полезны по содержанию аминокислот и витаминов. Вот. Потом еще, то есть, поговорили тоже с людьми, которые занимаются гепардами. Опять же, ребята, эта проблема заключается в чем? В том, что в России специалистов по гепардам вообще нет. Их и в мире-то очень мало, а в России и подавно нет. Приходится общаться зачастую через человека, потому что перевести эти данные моей компетенции и Гугла не хватает. То есть это очень поверхностный перевод получается. Поэтому приходится людей просить. И вот нам еще сказали, что очень подходит только в небольшом количестве. Это вот говяжье сердце для питания гепардов. В сердце, как вы помните, у нас содержится такая редкая аминокислота, как таурин. Вот. Очень необходим тоже для здоровья. Поэтому вот еще сердечко добавили. Ну и вот, как я сказал, то есть сейчас пытаемся... Машуля, горизонт заваливаешь, как ты мне обычно говоришь. Ну, вот. потому что тогда снимай ты, я читаю. Я понял тебя. Отвлеклась. Вот, собственно говоря, и описал весь рациончик. Угу. Мэйски еще иногда, ребят, даем омега-3, то есть рыбий жир. В период линьки очень хорошо давать, то есть способствует именно тому, чтобы шерсть росла и быстрее, и более, скажем так, качественная шерсть была. Вот, в период линьки еще, правда, рекомендую давать омега-3 витаминки. Ну, ничего там от рыбьего жира плохого быть не может, лишним он не бывает. И сами заодно попьете, тоже полезно. Тоже курсик вместе с котом пройдете. Поставьте китайскую кнопку на камин. И ее туда же, да? Ну, у Мэйски у нас лежанка около камина, поэтому кнопку, конечно, туда. Герди на кнопке Герди Вольер, Мэйскины к Месси. Это его стена славы. После вчерашнего Димина Яниного стрима Алексей, наверное, будет, мягко говоря, очень популярен. Ну, по крайней мере, я думаю, что вам самим будет очень интересно, поэтому почему бы и нет. Это же прекрасно. Действительно, вот с Алексеем поговорить интересно, во-первых, потому что, опять же, не будем забывать, что это все-таки человек, это научный деятель, там, да, это ученый человек, в отличие от всех нас, поэтому и знаний у него громадье. В любом случае, это будет и интересно, и полезно. Мышушка, куда ты там спрятался? Наталья, Саша, Маша и котики. Горячий привет из Саратова. Любое ваше видео, стрим образовательные, познавательные и замечательные. Поздравляю с очередной заслуженной кнопкой. Смотреть вас огромное удовольствие. Спасибо большое. Ты куда собрался? Я муху выгоняю. Алина Нет. пишет: Маша, вы очень красивая девушка и хорошо выглядите. Счастья вам и вашей семье. Благодарю вас. Спасибо большое. Очень приятно. Что ж такое? За комплимент. Никак, Что, муха не хочет улетать? Не выгонь, проснулась, Ой. да. Кирюша моя, ты моя сладкая девочка. Ты моя, где зайка? Улетела. Ты Марсян, моя. Никак не пойму, как ее... Вот. Вот она. Вот она. У меня за спиной сидит. Выгнал муху. Выгнал муху, Я тебе говорю, весна уже не за горами, мухи проснулись. Угу. Весна не за горами, проснулись наши мухи, весна уже идет. И чего-то, кстати, сегодня никого нету, чтобы за парусом гоняли. Хотя сегодня ветрено. ветер А они, отличный. кстати, не здесь, они, наверное, там в поле гоняют, где к выезду на это. Ну правильно, как они тут по морю сейчас ездят, будут тут одни лунки рыбаки насверлили. Переломаются все. Да. Я тебя перебил, ты что-то начала говорить. Да, хотела еще вот я что спросить. Снимите, пожалуйста, видео, как Герда вас не любит по понедельникам. Там скорее как не то, чтобы она нас там не любит, она не то, что там от нас как-то бегает или что-то. Нет, она просто вот ну Как-то такая она вся ждет еды. Да, Для она, нее ничего не существует больше, дайте только покушать. Не будет вот такого, как у нас сейчас было, что она подошла, села там погладиться, помурчать.
она подходит, то есть, а еду не принес? Нет, ну ладно, я тогда пошла дальше гулять. И вот она вот в таком в нетерпении постоянно ходит. Но я думаю, что со временем, безусловно, сформируется рефлекс. Рефлекс сформируется от того, что мы решили, то есть, по воскресеньям сейчас вот у нас осталось немного там вот этих вот перепелок вперед, да, додадим и будем давать только кроликов, чтобы у нее появилась уже четкая ассоциация, что после кролика на следующий день я не ем, да, чтобы она от нас не ждала, то есть должен быть какой-то яркий ориентир, после которого она не будет от нас ждать на следующий день еды, да, и, соответственно, если нет обманутых ожиданий, то и поведение будет немножко другое. Но для этого еще нужно, чтобы прошло много времени. Потому что это все-таки раз в неделю такое занятие, и у животных причинно-следственная связь устанавливается, такая долговременная причинно-следственная связь устанавливается очень сложно. Вот. Я тут что-то не помню, как-то снимает странно. Чудесных результатов ждать не стоит, да. Еще такая просьба. Девочки-модераторы просили очень, нужна помощь в плане перевода видео, точнее прямых эфиров, нужна им очень помощь в переводах на английский язык, потому что девчонки вдвоем переводят, и очень, это сложный такой момент, сложная работа, поэтому если есть кто-то, кто хочет помочь, свою помощь предложить, будем очень-очень благодарны, и, пожалуйста, напишите на электронную почту, чтобы с вами связаться. Пойдем, говорю. Ну, что ты там один сам себе бубылёк? Масюня. Пойдем к нам. Разговаривает, идет. Ну, я не знаю, что ты там ушел. Я тебе мешаю машинки смотреть. Давай невероятно красивые глаза у Кирочки. Таких красивых кошек этой породы ни разу не видела. Спасибо, очень приятно. Вон она полезла к себе в домик. Спать пойду. Да? Ты спать пойдешь? Спать пойду. Все, инопланетянка в летающую тарелку свою залезла. В иллюминатор. Телец? Красотулечка. А ты чего замер? Ну Ой, вы чего? Я не знаю, правда, да. Коты. Один в нору, вторая в нору. Ну выходи хоть ты, Мэйш, будь культурным. Зайка, это невежливо. Я с ними дружу. Пойдем за котом ходить. Пойдем тогда его троллить, будем за ним следом ходить. Только мясо или что-то еще из овощей даете? Нет, из овощей ребят, ничего не даем. Запомните одну замечательную такую вещь, и она вам пригодится в жизни. Кошки строгие и плотоядные. Просто строгие и наистрожайшие. Их система пищеварения не предназначена для переваривания растительной пищи. Дело в том, что съесть они ее могут, а вот выделить из нее питательные и полезные вещества не могут. То есть, понимаете, это пища пустая, это как, я не знаю, набить желудок просто. Съесть полиэтилен, поесть керамзита, да, то есть вот то, что вошло, то и вышло, то есть толку никакого. В этом плане, не считая того, что это еще и наносит вред желудочно-кишечному тракту, да, поэтому вот все вот эти вот вещи маркетинговые, пожалуйста, будьте поосторожней, не забывайте предварительно проконсультироваться со специалистами, и желательно со специалистами проверенными, не теми, которые сидят на процентах у фирм продавцов там кормов или там медикаментов, да, а именно у своих каких-то знакомых, близких людей, проконсультируйтесь. Ну вот запомните одну вещь: кошкам растительной пищи не нужна, просто не нужна. Если вам ветеринар вдруг в клинике говорит другое, там, да, покормите ее морковкой, да, и она будет там лучше видеть, вот, уходите от этого ветеринара и больше никогда туда не заходите. Кто у вас убирает дом? Мы сами его убираем. Кто у нас его еще может убирать? 2 пылесоса, один робот, который сам по себе ездит. Ну он, да, он помогает так, способствует очень, да. Плюс швабра, тряпка. Швабра, тряпка, пылесос, да. И наши руки. Ну, на самом деле, ребята, жизнь с животными — это жизнь с тряпкой. То есть вы сами даже вот видели, например, за время стрима мы были у Герды в вольере. За это время, пока мы у нее были, она успела и покакать, и пописить. Я тут же убрал и одно, и второе, да, и такая... То есть, если вот, например, по вольеру можно поярче сказать, потому что ярко выражено, да. Утром и вечером 2 хороших уборки, то есть полноценных. Пока кошка ест, чтобы не стоять у нее над душой, в этом плане не отвлекать ее, мы берем тряпку, и самое главное, чтобы ей потом уделить внимание, пока она кушает, мы успеваем помыть у нее полы, убраться в открытом вольере, там, да, смыть мочу ту же самую, там, да, убрать какую-то грязь. Вот.
Ну, еще и на протяжении всего дня, вторая такая же уборка, то есть вечером полноценная, и на протяжении всего дня, то есть такими мелкими забегами, подбежал тряпочкой, протер, ну, вот как-то так, ну, к этому привыкаешь, то есть это не рутина, это, не могу сказать, что это там тяжело, как-то хлопотно, ты к этому действительно привыкаешь. Дмитрий Кандинер, спасибо за ежедневный заряд позитива. Спасибо, очень приятно. Ники Лов, I'm long time fan of your channel. Thank you, your friends, for the English translation. Your house is beautiful. Thank you very much. Костя спрашивает, вы не любите полиэтилен? Да вы просто не умеете его готовить. Кость, вот если с медом горчицей, то нормально. Вот такой тайский, если соус сделать там, да, то вроде бы нормально. Заходит, а с кетчупом вообще вот дрянь дрянью. Ребята, как вы завели Киру? Сколько лет назад? Сколько Ой. лет назад? Наверное, лет 7, да? Ну, Как ну раз, уже можно наверное. сказать 8, да. Можно уже сказать 8. Скоро я, получается, я забрал ее весной. Ребят, вообще к кошкам сфинксам относился очень предвзято, потому что я их видел до этого момента только по телевизору, ну и выглядят они на экране, мягко скажем, не камильфо. Вот. Получилась следующая ситуация. Я в тот момент был у мастера по тату, и был какой-то такой небольшой промежуток, перерыв между там сеансами. И у него непонятным образом, то есть в мастерскую ворвался кот. У него как раз жил сфинкс черный. Вот. Он забежал в комнату и тут же прыгнул мне на коленки. Я так его так брезгливо попытался руками отодвинуться. И вот знаете, вот сфинкс, это правильно все говорят, это любовь с первого прикосновения. Это не с первого взгляда, а с первого прикосновения. Я только до него дотронулся. И вот этот вот восторг, я прям, боже мой, какой же ты обалденный на ощупь. А он еще был невозможно ласковый кот, еще вот так вот представьте себе к чужому дяде, первый раз его видит, взять на руки, прыгнуть. Я вечером пришел домой, думаю, ну интересно, сколько же такие кошки стоят, сколько же это может быть. Залезаю в интернет, на тот момент стоимость, когда мы заводили Киру, стоимость за котенка, я не знаю, какая она сейчас, но в тот момент 20 тысяч за котенка это было прям дорого. Но они были прям модные, в тот момент самые-самые модные, наверное, кошки. Вот, это прям было очень дорого, и я лазю по объявлениям, и тут вижу одно объявление. За символическую плату отдам в добрые руки молодую кошечку сфинкса. Ну, ладно, хорошо, звоню человеку, спрашиваю, что, как, отдадите? Да, конечно, отдам, встречаемся с ней. Подъезжаю, то есть забирать, попросил тот человек только забрать туалет из дома, ну, то есть запах туалета, чтобы я дома ей объяснил, куда нужно ходить. Вот. И я забираю, ребят, такую молодая кошечка, действительно, Кире было там ближе уже к году, в тот момент по возрасту. Вот. Очень-очень худая. Дело в том, что оказалось так, что хозяин умер, и пока дети занимались похоронами, наследством и всем остальным, про кошку немножко забыли. Да? Она очень сильно исхудала, она тянулась к человеку, то есть она не отходила от меня даже на полметра, она вот буквально ходила по пятам, ну, извините об интимном, но в туалет я сходить не мог просто без нее. И по пятам это даже касалось того, что она спала со мной, например, да, если я поворачивался на другую сторону, она обходила и всегда ложилась с лица. То есть всегда впереди была. Вот. Со временем откормили ее, да, торчали все кости наружу, хвост был похож буквально на чурчхелу, то есть это такой вот, ну, представляете, просто да? скелет обтянутой скелет, да, кожей то есть был. обтянутой кожей, позвоночник, вот в таком вот состоянии была кошка. Ну, откормили, отпоили. Кстати, за кошку я отдал какие-то скромные в тот момент 2000 рублей, и вот эту самую символическую плату, которую попросила тогда хозяйка, владельца этой самой кошки. Каково же было мое удивление, когда дома, когда мы поехали на первые прививки, да, мы открыли документы, и оказалось, что у кошки, у Киры папа чемпион мира, мама чемпион России, именно поэтому Кира стерилизована, ей нельзя разводиться ввиду того, что ее родители разрешения на разведение не давали. Вот такая вот ситуация с ней. Ну, вот сейчас это взрослое существо, мега ласковое, очень контактное. Ну, собственно говоря, как и все наши коты, любит компанию, любит с нами побыть вместе. Вот. В то же самое время понятно, что возраст уже говорит о том, что кошка повзрослела здорово. И уже игры стали не так интересны, больше, конечно, вот, желание провести время поближе с человеком, там, да, просто какого-то контакта просит.
в этом плане, и побольше спать. Ну, такая она, говорю, она у нас из всех наших котов самая старшая. Первая наша кошка, самая старшая, тоже получается там отчасти отказник какой-то такой интересный. Ну, но она великолепная вообще кошка, безумно добрая, безумно ласковая, и, как сказать, там, если это можно так применимо, если вы поймете, очень соучаствует всегда во всем. То есть, что бы ни происходило дома, какое-то там что-то, не знаю, там, что-то упало, с кем-то ругаешься по телефону, она тут же подбегает, спрашивает, что такое, ты почему там, что кто тебя расстроил. Она очень участливая такая девочка. Анастасия Францева. Здравствуйте, Саша и Маша. У вас замечательный канал. Передавайте Месси и Герде обнимашки. Спасибо. Обнимашку передаю тебе. Лови, еще одну. Елена Давиденко. Наконец-то я успела на стрим. Ребята, вы замурчательны. Здоровья вам и вашим котикам. Привет с района Крайнего Севера города Г. И скобочка написано ударение на вторую О. Какой-то секретный объект, видимо. Что-то, ну, сообщение вот пришло, как бы вот оно мне высветилось, но вот оно в таком формате. То есть, может быть, что-то не дошло. Ну, здрасте, пожалуйста, и он пошел, пошлепал. Это вот потому, что я к нему подошел. Я сидел еще на лестнике, думаю, ну, вроде бы хорошо так лежит котик, да? Ну, сейчас, если подойду, встанет, уйдет. Ну, так и произошло. Ну, он хочет уединиться, где-нибудь подрыхнуть. Пойдем-ка, а мы пойдем сейчас сметаной немножечко. Саша, Маша, кошачья семья. Вы дарите позитив и такую любовь. Саше надо читать лекции, как правильно любить кошачьих, а Маше быть соведущей. Невероятно очаровательно. Крепко вас обнимаю из снежной Москвы. Спасибо. Спасибо. Очень приятно. Вам тоже обнимашки из снежной Пензы. Надо ему что-нибудь вкусняцкого дать. Я от вас, а вы за мной. А мы за тобой. А сыр будем? Сыр творожный. Где? Где творожный сыр? Ребята, вы такие молодцы. Столько сил вкладываете в этих прекрасных созданий. Прямо не насмотреться. Подскажите, пожалуйста, где можно найти план такого уютного и теплого дома, если не секрет? Ребят, честно говоря, у нас даже нет плана нашего дома, потому что, ну вот мы покупали уже готовую коробку, и... Ну, в общем-то, мы не по своему проекту его делали, не выбирали где-то какой-то проект, а просто пришли и уже вот. Ну да, и самое увидели главное, даже если бы у нас вариант. был проект, ребят, есть такой нюанс, помимо того, что мы же переносили какие-то вещи, весь второй этаж, то есть разграничили самостоятельно. Здесь вот, где камин стоит, здесь же должна была быть дверь в ванную, туалет. Ну да, Именно поэтому камин в этом переделали месте. Он по-своему. закрывает дверной проем с собой, выпиленный когда-то. Вот этого окна, которое на террасу, его тоже не было, здесь была стена, это мы уже все сами делали. Понимаете? Вот, прибежали. Ну вот, хорошо. Нет. Неринга, with love to Messi from Не воруем, не Stockholm. попрошайничаем. Virtual hug. Thank you, dear. Thank you very Не much. попрошайничаем, держи. Да, тут Герда лизала. Так, ребят, не хочешь сейчас я лизать после Герды, не лежи. Поставлю. Что, от руки пахнет, имеешь в виду? Да. Но я нарочно мыть не стал, мне задача-то как там, запах Герды еще немножко Подружить, да? принести. Да. Чтобы у него запах Герды ассоциировался со вкусняшкой, то есть такой положительный плюсик маленький, небольшой. Я же нарочно не мыл. Месси, чудо. Когда вы выкладываете свои видео, у меня сразу поднимается настроение. Очень Вот. приятно. Ребят, то, что касательно дома, да, смотрите, я вам даже по-другому скажу. У нас же два дома-близнеца, да, наш и соседи, помните, у кого ребята дети, кому мы в гости частенько ходим с Месси, да, в смысле, они нас с Месси принимают, готовы принять. Вот. У нас два дома-близнеца, но тот дом ребята делали сами под себя, этот дом мы делали сами под себя. И поверьте, это два разных дома. Такая же ситуация у нас, друзья приезжали недавно, здесь хотели в этом районе, наши же друзья, купить дом, вот. И ситуация-то какая, да, поймите, ребята городские, да, в доме никогда не жили, то есть для них состояние квартиры, это понятно, да, состояние дома для них непонятно, да, что это такое и как с этим жить. Вот. И когда их провели, тут два проекта, то есть осуществленных стоят, им показали один, там, ну, разница 110 квадратных метров, 170 квадратных метров, как-то вот так вот, да, вот, им показали два проекта, они с собой их вышли, как, ну, ребят, ну, а мы бы хотели вот как, вот, чтобы вот как у вас было. И вот мне им очень сложно получилось объяснить, наверное, даже не получилось объяснить, что вот, чтобы было как у нас, надо, чтобы были мы. То есть, если бы мы вселились в те дома, то было бы тоже как у нас, но только в тех домах. Как я вот вам уже говорил, почему мы не привлекали дизайнеров к дизайну дома, мы хотели именно, чтобы это был наш дом, каким мы его видим. Шторочку убери, Ага, убираю. Вот.
дом, каким мы его видим, дом, каким хотим его видеть мы, и неважно, нравится это кому-то или не нравится, модно это или не модно. Нас интересовал конкретный результат, чтобы нам было здесь комфортно и уютно в этом доме. Поэтому, как там, не место красит человека, а человек место, как говорится в пословице. В том-то весь и смысл, что если нас завтра перекинут в другую коробку тоже, то есть под нами будет земля, над нами будут только стропила там потолка, то через год получится что-то подобное, да, то есть мы опять же сделаем какой-то свой дом из того помещения, которое есть, но подходящий именно нам. И он будет очень похож на этот. Потому что вот то, что у нас внутри, вот так вот как-то мы хотим жить, и тот дом будет такой же. Принцип эволюции, да, знаете, теорию эволюции. Если, несмотря, неважно на каком расстоянии, если будет планета-близнец Земли, то по прошествии того же количества миллиардов лет эволюция пойдет по тому же пути, то есть результатом ее будут такие же люди, как и мы. То есть эволюция идет по пути наименьшего сопротивления, там, да, соответственно, история повторится именно потому, что в данный момент времени мы являемся, как сказать, вершиной пищевой цепочки, ну и как там, самым мыслящим человеком. Все, Маша, да? Тамика Хедин, I love you, Messi, thank you very much. Так, сообщения набежали, я не успела еще пока их зачитать. А вот по руке размазаться слизывать не стал. Тут Герда все-таки пахнет. Вереск МЛ, привет, любимая кот и семья. Саша уже выучил язык хвоста Месси, может понимать его без слов. Я думаю, что вы по этому видео прекрасно поняли его без слов. Аня и Виталий, привет, ребята, вы классные. Скажите, пожалуйста, вы ругаетесь когда-нибудь, а то создается впечатление, что нет. Ну, в общем-то, мы никогда и не ругаемся. Так что прям вот поругаться, поссориться, в привычном формате, да, в привычном формате нет такого там, чтобы друг на друга там кричали, кидали посуду. Нет, ну, бывает, конечно, можем и надуться друг на друга, походить там, поделать вид, что я с тобой не разговариваю, но это как-то... У нас обычно все решается методом переговоров. Вот, то есть, именно... Да нет, тут больше ничего, зайка, это я рассказываю руками, как итальянец же, если мне руки связать, я разговаривать не смогу. Вот, диалог обычно у нас ведется, то есть... Как сказать, есть доводы, вполне веские там, да, если там, грубо говоря, доводы одного там покрывают доводы другого, там, мы выбираем наиболее рациональный там или здравый вариант действия. Не всегда, конечно, мы следуем, вот, но всегда знаем, как надо делать. Да. Ну, у нас бывает такое. Наш вариант, это скорее как происходит. Кто-нибудь что-нибудь буркнул, потому что настроение какое-то там не очень, или я не знаю, там что-то там раздражает, и ты вот просто в ответ что-то как-то вот... Ну, правда, вот я не знаю, как по-другому сказать, ну, буркнул что-то, да? Другой говорит, ты что со мной так разговариваешь? И все, и оба надулись, один потому что буркнул, другой потому что... На него буркнули. Потому что на него буркнули, да. Что-то походили, подулись, потом вот... А потом как ни в чем не бывало. Да. Пойдем чай попьем, пойдем. Так. Кота покормили. Надо же, так вы всех спасаете. Значит, и песика надо такого найти, который мне очень хорошо пока жить. У вас всем хорошо. Как в прошлом прямом эфире кто-то как раз и написал про то, что, ребята, может, не надо никого выбирать, вас само вот найдет. Да. Поэтому мы все-таки вот на этом и остановились. Если должно быть так, что у нас еще должен быть песик, то он сам нас найдет. У нас все появлялись нечаянно. У нас, правда, все животные, Саша, так появлялись, как-то вот они сами нас находили, когда мы даже не думали там, да, об этом, вот, и так вышло, что вот они все... С Гердой немного вот другая история, конечно, там коммерческая составляющая в этом достаточно высокая, конечно, другая история, но есть опять-таки... те вещи, которые мы не можем разглашать по какой-то причине, да, потому что есть юридические...
сложности не с нашей стороны в этом плане, имеется в виду, там могут возникнуть у людей, да, мы не можем все рассказывать, но там тоже, ребят, там судьба с этой кошкой свела, про коммерческую составляющую, я имею в виду, что она нам обошлась достаточно дорого, но, опять же, мы целенаправленно искали же гепарда, да, вот, но все равно вот с ней свела, с этой кошкой Да, судьба, вот это тоже очень наш нечаянно. попался случайным образом абсолютно. Причем в тот момент времени не было ни финансов, ничего, как-то все настолько удачно Я сложилось. не Так пойму, всё, как вас так снимать, чтобы... Вот, все, чтобы вы вместе были в кадре. Ага. Ну, так удачно ситуация сложилась, что все само, понимаете, когда вот в руки само идет, когда дело спорится, когда каким-то необычайным образом и появились деньги, имеется в виду в плане того, что как-то все очень быстро произошло. То, что люди делают годами, у нас произошло буквально в течение месяца. И когда мы через месяц понимаем, что у нас, скорее всего, получится, тогда уже, то есть, принимается решение, что ну давай, на самом деле, слетай, посмотри. То есть, садись в самолет, лети, посмотри, возвращайся. То есть, я же одним днем летал как раз тогда в Сочи и обратно, чтобы вот как раз с Меськой тоже надолго не расставаться. Мальчишка очень обижается за такие вещи. Вот. Ну там тоже, то есть, поверьте, то есть, то, что мы не можем рассказать, там такая же судьба, непонятным путем, как вышло, что мы вот именно с Гердочкой встретились. Альмирочка, привет из Италии, наши любимые. Уже второй месяц не можем вам отправить пармезан, локдаун. А у меня мечта, чтобы к вам в гости приехал Николай Дроздов. Ой, Спасибо вам, дорогие. У нас тоже, конечно... Так, ты опять у меня без головы. У нас тоже Кстати, без такая головы. мечта, чтобы... Ну тогда я лежа. Да, давай. У нас Простите. тоже, конечно, есть такая огромная мечта. И вот если вы смотрели прошлый эфир, даже у нас тут в чате один человек сказал, что он как раз учится в университете, где преподает Николай Николаевич, и Опять как только пустят... Снимут 65 плюс, снимут да. ограничения на преподавателей, чтобы они смогли тоже появиться в университете. Он Обещал замолвить за нас словечко, да, протежировать немножечко. Да, я прям с таким волнением просто об этом говорю, что, я не знаю, я очень надеюсь, что однажды это получится. Я тебе Будет просто потрясающе. хотел борду быть, у меня пальцы облизал. Спики, привет из Петербурга, спасибо за позитивные ваши видео, спасибо большое. Анди Пеокс, my son and me follow you since a long time. We send you a little help for your big cat. Thank you. Thank you very much. У нас ситуация с ковидом, в отличие от Италии, конечно, намного проще. Мне кажется, в Италии, как вот все это началось так жестко, так, наверное, все это и продолжается в таком жестком формате. У нас, конечно, работают все там кафе, кинотеатры, абсолютно все работает. На улицах люди ходят без масок, то есть маски это обязательно, когда ты заходишь именно в какой-то магазин, в транспорт, а так, в принципе, на улицах без масок, в кафе, в рестораны люди заходят без масок, там только обслуживающий персонал ходит в масках, то есть все такое достаточно лайтовое. Но опять-таки это в нашем городе, в Москве как бы вроде как пожестче все это, вот, поэтому, ну, везде по-разному. Но я очень надеюсь, что в этом году эта ситуация как-то смягчится везде, и будем потихонечку переходить в какой-то похожий на когда-то существовавшее время. Надеюсь. Да, того времени больше нет, и обратно вряд ли мы сможем вернуться. Как резко изменился мир и как кардинально. Да. Сметанки. Главное, будьте здоровы. И Сметанки. по возможности, вот, чтобы вас это обошло стороной. Ну ты Вы Повежливее, большие посмотри. молодцы, пусть у вас все будет хорошо. у тебя занос, вон, брызг, как у Икаруса, 1,5-2 метра. На. Спросили про дом, а Саша даже вселенную затронул. Мы всегда мыслим глобально. ушел. Да, мы всегда мыслим глобально. Поэтому, вот, знаете, спросили про дом, да, а мы за вселенную. А вот это и... А почему бы и нет? Вселенная наш дом. Хорошо, до квантовой теории, на самом деле, не спустились, и то, слава богу. Kiss from Italy. Thank you. Вот как так можно лизать, что у тебя, вот ты смотри,
Куда у тебя брызги попали? Вот аж, вот. Привет из Германии. А, Дима, я тебя обожаю. Дима пишет. Кстати, а что со спором на духи для Маши? Как ты понимаешь, никаких духов куплено еще не было за проспоренные духи. Вот. Дима, Знаете, у нас с Сашей всегда существовала такая забавная вещь. Мы всегда, ну, вы знаете, его, как бы это сказать, уверенность, ну, допустим, в том, что он говорит, он всегда уверен в этих вещах, и если он чего-то не знает, то он, как бы, ну, собственно, так и говорит, что либо это мои предположения, либо там я это слышал, но не уверен, там, то есть вот так. Но есть такие вещи, которые, ну, мелочи какие-то, да, на которых, например, я уверена, что это так, а он считает, что это не так. И вот мы с ним часто спорили. Ну, к примеру, там, я не знаю, есть у нас один ларечек шаурмы, раньше был, ларечек шаурмы, где делали просто самую потрясающую в городе шаурму, там всегда выстраивались очереди и днем, и ночью, вот, и я знала, что он работает круглосуточно, Саша думал, что он работает до 11. Ребят, вечером. я банальной логикой пытаюсь вывести этот вопрос, да? Да, а я видела- Объясню банальную логику. Ларек шаурмы стоит около института, большого пензенского вуза, то есть много корпусов и так далее и тому подобное. Но днем он нужен. Студенты бегают кушать шаурму там на большой перемене, там, да, либо там кто живет в общежитии, опять же, есть ужин. Ну зачем шаурме работать круглосуточно? Ну вот просто зачем? Вот по логике вещей работа в ночь у подобного предприятия должна быть убыточной. Ну и что вы думаете? Так вот. Красные бархатные туфли у Маши появились. Замшевые. Вот. И вот мы на какие-то вот, то есть я тогда хотела какие-то туфельки там, да, красненькие, прям моя мечта была. И вот мы Ты спорим. скажи, во сколько мы Время поехали было проверять? 12 часов ночи было время, да. И мы поехали за шаурмой, мы поехали проверять, мы даже не столько за шаурмой, сколько просто проверить, действительно ли он работает круглосуточно, собрались, поехали. Да, оказалось, что он работает круглосуточно, мы слопали по шаурме, и на следующий день у меня были туфли. Вот. И когда приезжал Дима, мы сидели тоже кушали, и вот возник спор по поводу того, что сколько километров было до Пензы от того места, где мы жили раньше, в Рамзае. Саша с уверенностью сказала одну цифру, я с уверенностью сказала другую цифру, и Яндекс нас рассудил, в общем-то, я оказалась права, Саша не прав, а спорили мы на духи, вот. Но эти духи до сих пор у меня еще не появились. Да вы хитрые, потому что от знака до знака посчитали, а я от дома до Ничего дома. не знаю. Не надо сейчас оправдываться, мы тогда уже... Поэтому 3 лишних километра и получилось у вас. Вот, в общем, вот так вот, ребят, такие по мелочам мы спорим, и вот сейчас Дима как раз вспомнил об этом. Вот Дима вспомнил, а я ему припомню. Ладно, нет, карточный долг чести, это такое надо обязательно отдавать. Проспорил, будь любезен, нечего было спорить. Если пойдет эволюция так же, как на Земле, будут такие же крутые плюшки, как Месси, Ягуар Сиело. Сиело, не знаю. В общем, да, Чук, Лорд, и Герда, и Саша, у Димы с Яной и многие другие проводники людей в животный мир. Ну, естественно, а как же? О, ребят, а теперь слушайте, давайте в космос обратно окунемся. А еще же есть у нас теория о расширяющейся вселенной, в чем она заключается, да, то есть большой взрыв, мы взорвались, и сейчас мы разлетаемся в разные стороны, но дело в том, что бесконечно разлетаться мы не можем, закон всемирного тяготения, то есть разлетается материя, разлетается вместе с материей и физически, скажем так, разлетается и время. То есть со временем по теории, именно по этой теории мы разлетимся, и потом начнем обратно к центру нашей галактики, то есть обратно сжиматься. И тогда время пойдет в обратную сторону. То есть мы все еще раз проживем эту же жизнь, через сколько-то там, я не знаю, миллиардов лет, еще раз проживем эту жизнь, только наоборот. Такая, знаете, жизнь Бенджамина Баттона. Мы появимся на свет старыми, а уйдем из него молодыми, и все будет происходить задом наперед. Но дело в том, что тогда для нас это будет казаться естественным и нормальным. Представляете себе?
Поэтому поживем-то мы дважды. Второй раз в обратную сторону. Андрей Николаевич, спасибо большое коту на пару креветок. Спасибо огромное. Алекс Миллер, привет, любимый. Саша, расскажите про ваших змей. Какие отношения были у вас с ними? Не планируете ли снова завести? Они много внимания не требуют. Ну вот тут я, пожалуй, очень даже соглашусь в этом плане. В плане именно, если говорить про удобство, то, пожалуй, змеи это самые удобные домашние животные, потому что, ну, я такие, знаете, сейчас крайними величинами начну... То есть крайними величинами начну оперировать, да. Например, смотрите, змея максимальное время без кормления, это, по крайней мере, когда я змеями занимался, тогда увлекался, может быть, сейчас что-то изменилось, какие-то новые данные появились, но, ребят, такие немножко устаревшие, десятилетней давности данные, но я думаю, что тут к цифрам особо привязываться-то мы с вами не будем. Максимальное количество, которое смог прожить, по-моему, бирманский питон или сетчатый питон без еды составляло 2 года. То есть, понимаете, если вы уезжаете в отпуск, вам не нужно просить соседку покормить вашу кошку, вы покормили змей и уехали. Приехали через месяц, главное, чтобы у них была вода, но лампочки у них, которые там специальные лампы для рептилий идут, им ультрафиолетовый спектр очень важен. Вот, ну так как они хладнокровные товарищи, у них должен быть холодный теплый угол, там вот такие вот вещи. Вот. Дело в том, что вот... Что, я прерываю? Прерваться? Нет, я читаю сообщения, я буду это, я просто уже их тут скриню, чтобы потом все зачитать. Ага. Так вот, собственно говоря, главное, чтобы была вода. В этом плане очень удобно. И, честно говоря, пара змей по содержанию, если в деньги переводить, обходится дешевле, чем одна домашняя кошка. Вот, у меня жили маисовые полозы, такие достаточно яркие змеи, по факту это такой разноцветный уж, чтобы было понятно. Со змеями тоже, ребята, такие, мы с вами тоже жертвы стереотипов. Дело в том, что всего 7% змей на земном шаре ядовитые, остальные только под них под всех косят, да, то есть наш уж косит под гадюку, только желтый ободочек его отличает, ну и так далее, и так далее. То есть маисовые полозы, они, я не помню, на какого из аспидов похожи, то есть рисунком, чтобы птицы, животные боялись их, чтобы не подходили. Вот, но это я вот такие вот вещи уж на всякий случай вам рассказываю, интересные какие-то факты. Ну а какие у меня были с ними отношения? Я могу сказать так, что до того, как они у меня появились, я ничего не знал про змей. Ничего в плане того, что были энциклопедические знания там, да, но все они говорили о том, что, ну змея, вот она ест, вот она ходит в туалет, вот она спит. Все, больше ничего такого. Что же я увидел по факту, когда у нас жили, мы звали их Бонни и Клайд. Такие имена дали немножко символические, потому что это змеи, которые из Южной Америки, опять же, змеи, которые не питаются мертвечиной, то есть добыча должна быть живой в тот момент, когда она на нее охотится, то есть мертвую, мороженую, я не знаю, они кушать не будут. Вот такие вот они товарищи в этом плане. Соответственно, так как кормить их нужно только живыми, то есть это были мышки у нас, в основном. Вот. Имена мы им дали, как там, Бонни и Клайд, да? Вот. Очень интересная была пара, очень я их любил, на самом деле, этих змей. Долго они с нами прожили, порядка, наверное, 10 лет. Что хочу сказать, характеры очень разные. Характер действительно очень разный. Клайд был такой классический мужчина, то есть, если открыть террариум, он даже голову не поворачивал, то есть, ну, открытый. Я тут лежу, сплю и сплю. Бонечка же была, наоборот, очень ласковая девочка, очень любила руки, любила покататься в кармане халата. Она вообще, то есть, такая вот была контактная прям девочка. Такие очень разные характеры. Бонни постоянно мылась, она каждый день у нас мылась. Она замачивалась просто. Да, она замачивалась в воде. Клайд в этом плане был такой мужик, которого хрен заставишь зубы почистить, буквально вот так. И что я хочу сказать, понимаете, вот это вот выражение, чем больше узнаешь людей, тем больше нравятся собаки, вы часто его слышали, да? Я видел такие отношения у змей, что, я не знаю, слезы наворачивались, я от людей такого не видел. Расскажу тогда. Клайд заболел, воспаление легких, ребят. Что-то, видимо, либо у меня по полу шло холодно, то ли, может быть, уснул в холодном углу, то есть не в теплом, сильно много проспал там, да. Но неважно. Дело в том, что, то есть, вот воспаление легких, проблема в том, что нужно колоть антибиотики, то есть нужно поить. Там, конечно, множество нюансов. Я говорю, тогда еще из серпентария, из зоопарка женщина говорила, это гениально. А гениальность заключалась в чем, ребят? Нужно дать антибиотики, влить, а змеи умеют перекрывать гортань.
себе, да, то есть я могу влить в нее 5 миллилитров этого лекарства, и она вроде бы все в змее, но только я отпускаю, она тоже делает так, и выплевывает это все. Что делаю в этой ситуации, да, так как они хладнокровные? Беру сушилки от обуви, да, приклеиваю их снизу к террариуму, поднимаю температуру в террариуме выше нормы, чтобы им стало жарко, и вместо воды ставлю миску с разведенным лекарством, то есть выбора нет, приходится пить горькую воду, да, и когда у меня через неделю спрашивает уже вот женщина из Серпентарии: Саша, как твои, там, здоровы, нездоровы, я вот уже вот эту историю рассказываю, она говорит: гениально, я, говорит, каждый раз мучаюсь, как же там их напоить, как же что-то сделать, говорит, гениально, сами все выпили. Ну вот, это один из случаев, но вот о чем хотел рассказать. Представляете себе, то есть такую очень интересную ситуацию. Вот он болеет, да, и болеет настолько, что он даже не может подползти к миске с водой, ему очень-очень плохо. Ну, мне как-то нужно силы возвращать животному, там, да, какими-то путями, соответственно, бегу в зоомагазин, нахожу голышей и мышек. Голыши-мышки — это только новорожденные, буквально с фалангу пальцем размером. Вот, ну, хоть чем-то накормить, хоть каким-то таким горохом. Я нашел всего-навсего по всем зоомагазинам Пензы всего 6 штучек таких. Приезжаю домой, значит, начинаю их отдавать. Вот. Начинаю их отдавать, а дело в том, что у него нет сил даже, как это сказать, там, даже дотянуться до этой мышки. Что делает Бонни в этот момент? Бонни берет по очереди, берет, душит и относит ему к морде. Каждую. Всех 6 отдала. Ребята, вот понимаете, вот в этой ситуации, вот просто попробуйте подумать. Змеи, да, она сама предпочла остаться голодной, все отдала своему мужу, там, самцу, другу, я не знаю, там, да, все отдала ему, потому что понимала, насколько ему плохо. Вот как после этого, вот именно вот после подобных случаев я начал говорить, что я ничего не знал про змей до этого момента, до того, как они у меня появились. Вот эти вот наблюдения ежедневные, то, что я видел, это вот просто какие-то, я вам яркие примеры привожу. Я помню, как Бонни обиделась, когда Клайд нечаянно на ее добычу там... В общем, собственно говоря, ситуация следующая. Запускаю 2 мышей им, да, отдаю, он бросается, и получается так, что кольцом обвивает сразу обоих мышей одновременно. Ну и отпускать он, конечно же, уже не будет. Вот. Бонни настолько обиделась, ушла, значит, в угол, легла, то есть, что он забрал ее мышку. Вот. В результате, ребят, тоже вот ситуация. Он понял, что она обиделась, он к ней подползает, а она голову под хвост прячет, то есть я тебя не вижу, я тебя не слышу. Он берет мышку, он потаскивает ей к морде. Она отворачивается от нее, то есть я не буду это есть. Он свою мышку берет, вторую, тоже ей оттаскивает. Результат, в общем, собственно говоря, после этого всего, я долго описывать не буду. Около часа он за ней таскал добычу и уговаривал, то есть там, ну пожалуйста, ну дорогая, ну покушай, ну я нечаянно, и все вот это. То есть он очень долго извинялся. В конечном итоге оба остались голодными, ни один, ни второй не притронулись к пище, то есть вот до такой степени, то есть, понимаете, она обиделась, а он решил поддержать ее в этом плане, ну и я тогда вместе с тобой есть не буду. Ну, я не знаю, то есть я понимаю, что многим вполне вероятно неприятно это слушать, но это такие существа, которые существуют за счет... Это хищник, да, он существует за счет того, что он поедает травоядные, то есть животные жертвы. У животных жертв у нас большое количество потомств в году и большое количество самого потомства, то есть оно очень обильное, именно для того, чтобы прокормить буквально хищников, да, ну то есть пищевая цепочка, созданная эволюцией, это эволюция у нас самая мудрая вещь, которая могла существовать, она сделала это так. Она распорядилась так, чтобы все были и овцы целы, да, и волки сыты, то есть везде популяция сохраняется, и одно поддерживает другое. Вот, спасибо большое. Про змеи извините, пожалуйста, за лекцию. Это очень интересная история. Ребята тоже пишут: Саша, спасибо большое за рассказ о змеях. Я могу еще долго разговаривать, но тут, да, время у нас немножко тоже с вами ограничено. Не будем забывать, что у нас девушки тоже очень устают, и нам, я вот периодически поглядываю на часы, и да, и у нас тайминг осталось буквально 10 минут, а Машуль уже мне показывает, что сообщения и следующие есть. Анна Дюплекс, big kisses from France. Thank you very much, big kisses and hugs to you. Thank you very much. Так, я тут еще сохраняла сообщение, ребята, когда писали, комментарии точнее.
Так. Приезжайте в Крым в яркую осень и нежную весну. Берите живность, вместе отдохнем, место найдем. Урчание поднимает настроение. Очень приятно. Спасибо большое вам за приглашение. Альмира пишет: Саша, ты же жил в общаге, там после 12 ночи самый жор начинается у молодого организма. В любом случае, я рада за Машу. По этому поводу что хочу сказать. Общаги там такие, что, вы сами знаете, самые главные люди у нас в стране — это вахтеры. Вот. Через нее пройти нереально, а стены сделаны так, что спуститься по кирпичам, как мы делали, там, да, как многие делали, там, спуститься по кирпичам, ребят, не вариант. Там только падать. Поэтому я думаю, что... Маша, это же твой институт, кстати, да? Вот у вас там, ты слышал, чтобы с общаги ребята там слезали, перелезали с окна, в смысле, с этажа на этаж? Нет, не слышал. Ребята, там стены штукатуренные, ровные, то есть там зацепиться не за что, поэтому для вот этих вот студенческих шалостей, там, к девчонкам переползти на этаж, вариантов нет. Но такое общежитие. Это про шаурму. Я понял про шаурму. Так я про это общежитие говорю, которое там стоит рядом с шаурмой. Что там спуститься не получается. Это где политех. Я же училась в педагогическом, поэтому... Политех. Вот у них же вот стоит здание, прямо рядом стоит здание этого, как его... Господи. Здание общаги, это политехнический университет, а я училась в другом институте, который находится на Олимпийской аллее. Я имел в виду. Неважно. Я имею в виду, что здание оштукатурено, слезть с окна, там даже со второго этажа не получится, только прыгать. Класс, Маша молодец. Саша, где духи? Надо это у вас перенять. Да, это очень полезная вещь. Сурское море, доложите обстановку. В Орбеково началась метель. На Сурском море тоже началась метель. То же самое. Не знаю, вам видно или нет, но тоже началась метель. Как там, докладываю обстановку. 60 километров от Орбекова. Метель такая же. Да, метель. Если собирались на Сурское, не надо. Разворачивайтесь. Это точно. Так, что еще я тут? Не знаю. Саша, есть то, что вы не знаете. Вы просто полиглот, мое вам уважение. Ребят, конечно, есть то, что я не знаю, и это те вещи, которые мне не интересны. То есть, если что-то мне становится интересным, я сажусь и погружаюсь в нее, в эту тему. Опять же, погружаюсь в тему до момента, пока мне все еще интересно. Это вещи, которые меня просто заинтересовали. Если же я вещами какими-то заниматься начинаю, то там уже, конечно, дохожу до тонкостей, до нюансов, там, где иной раз... ребята профессионалы на меня глаза пучат, говорят: ты где это вычитал? Да вот тут, я не знаю, тут книжку нашел до конца 19 века, смотри, что написано. Вот, они вот до такой степени, мне так нравится, то есть именно погружаться в тему, то есть я увлекающийся человек, мне нравится, правда, увлекаться, и когда увлекаюсь, да, этому нет пределов. Да. Месси, когда спит, во сне разговаривает, моя кошечка мурлычет, мяукает, лапками дергает. Да, у нас только тоже, позавчера, да. Лапками дергает часто, а вот чтобы именно сквозь сон разговаривал, это должен какой-то очень серьезный сон присниться. Вот у нас позавчера он что-то прям во сне так много-много говорил, мы еще с Машей так внимание обратили, он что-то там с кем-то ругался, прям куда-то бежал, или за кем-то, или от кого-то. Hello from Idaho. Саша, вы так интересно рассказываете, что даже если бы вы рассказывали про Чупакабру, все равно все дружно захотели бы завести ее. Ой, Чупакабра. Знаменитая Чупакабра, которую никто не видел. Привет, Мэйси из Саратова. Соседи все шлют привет и шлют. А мы, скажи, в Саратов, что-то и не едем. Мы к ребятам в гости ездили, Мэську с собой не брали. Ну да. Да и нельзя было, у нее же там маленький еще этот котенок был непривитый. Куда же мы поехали? Господи, как все интересно, даже расставаться не хочется. Такая же ситуация с Яной и Димой. Как живет Гранатик? Гранатик хорошо. Гранатики с него мы уже сняли. Вот, они, конечно, несъедобные, кислые, но они уже начали все трескаться, и один из них, вот, кому уже рассказывали, подарили ребенку, который в гости приходил, и который фанатеет от выращивания растений, да. Знаний, как у хорошего агронома. Мы уже рассказывали, да, про них. Рассказывают, еще раз повторюсь, в гостях у нас были, ребенок, сколько ему, лет 9, наверное, 10? Да. Навскидку, ребят, лет 9-10, у него, то есть человек настолько увлечен вообще, в принципе, растениями, у него дома коллекция всех хищных растений, каких-то редких растений и тому подобное. То есть, когда ты разговариваешь с человеком, вот увлеченный, вы знаете, и птицу видно по полету, вот уже с детства, у него знаний больше, чем у любого агронома, на мой взгляд. То
То есть, если он пойдет не в сельхоз, я прям не знаю, тут я к родителям готов идти и говорить, прям не сделайте глупость, ребенку надо сельхозакадемию, гарантированно, это талант пропадает, он родился аграрием, прям вот буквально так. Вот, Очень пишет, увлеченный. очень трогательная история. Как интересно про змей. Спасибо, Саша. Если бы не ты рассказал историю, ни за что бы не поверила, что такое может быть. Змей не люблю, но рассказ слушаю с удовольствием. Да, вот и такое бывает. Да, ребят, ну это вот нужно было видеть. У нас было очень интересно сделано. У нас был, получается, обеденный стол центральный. Он был большой, круглый, стеклянный, больше даже, чем вот у нас сейчас обеденный стол. И вот центральная ее нога в диаметре где-то была около 800, по-моему, миллиметров. Ну, то есть большая нога была в центре стеклянной, и вот там и жили змеи. То есть мы их видели постоянно, всегда. То есть не то, что мы сидели около террариума, постоянно наблюдали. Мы сделали так, что террариум всегда был рядом с нами, в том месте, которое чаще всего посещается. И, конечно же, наблюдение было постоянным, и вот правда. Наблюдение, пожалуй, это самая большая и самая великая наука, недаром, то есть даже когда ты, например, научный план пишешь, то есть одним из главных научных деяний является именно наблюдение. Вот. То есть тут, когда научную деятельность делают, есть такая возможность прописать вид научной деятельности, как просто наблюдение. Ребята, закругляйтесь, работать надо идти. Так, все, да, действительно. Кого-то мы отвлекаем от работы. Кого-то от работы, Ребята, и да, и вы время, супер. тайминг, Вся девочки информация наши. в эфире очень интересная. Желаю вам и вашим котам здоровья и радостного позитива. Ребята, на вас очень приятно смотреть. Давайте Спасибо на этой всем нотке, огромное, наверное, тогда да. и будем закругляться, да? Спасибо вам большое. Сейчас я к вам приду, мои хорошие. Давай. А мы еще нос-глаз. Нос-глаз сейчас у нас будет тоже. Приползаю. Вот. Нос-глаз надо, Василий. Нос-глаз. Все ждут. Все ждут. Нос-глаз. Готов? Ты готов? Спасибо вам большое Ты за то, готов, что Маша? провели Да, сегодня капитан? с нами очередные 2 часа времени. Спасибо вам за приятные, теплые слова, за ваши вопросы. Снимаю. Вот вам нос-глаз, любимый. Ребят, еще раз напомню просьбу, если есть кто-то, кто может помочь с переводом прямых эфиров на английский язык, будем очень благодарны. Напишите, пожалуйста, на электронку, чтобы обсудить этот момент. Девчонкам очень-очень нужны Нужно напомнить, помощники, да, огромная просьба, у кого есть возможность, кто желает в этом поучаствовать. Принять участие, да. Опять же, это, ребята, это голый альтруизм, безусловно. Поэтому смотрите по возможности, на самом деле это дело добровольное, по желанию, если готовы помочь, мы будем рады, девочки будут вообще благодарны, да, мы все будем на самом деле благодарны вам. Так что всех обнимаем, всех целуем. Спасибо большое за очередные прекрасные 2 часа времени. Такой заряд позитива, как всегда, перед новой рабочей неделей. Отдохнули, кто-то на работе отвлекся на 2 часа. Надеюсь, это не грозит никому увольнением. Вот. В любом случае, обнимаем вас, целуем, любим. Спасибо большое, что были с нами. Всем до свидания, всем пока-пока, ребята. Бай-бай! Ну, прям